Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Но для начала предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Романа Спиридонова, нашего журналиста, прямо из Ньюзрума, который готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту задержания в оккупированном Крыму Владислава Есипенко, который был внештатным сотрудником Крым-Реалии. Его и жительницу Алушты Елизавету Павленко ФСБшники задержали 10 марта. У Павленко дома был обыск, у нее изъяли технику и личные вещи, а Есипенко оккупационный суд арестовал на 2 месяца. Оккупанты обвинили его о том, что он якобы собирал информацию в интересах спецслужб Украины и, конечно же, по законам жанра, силовики якобы обнаружили у него в машине взрывное устройство. В прокуратуре АРК действия оккупационных силовиков квалифицируют как незаконное лишение свободы, и санкция статьи предусматривает за это наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет. Задержание и арест Владислава Есипенко осудил президент радио «Свободная Европа», это «Радио Свобода», Джейми Флай. Он расценил это как факт запугивания. Освободить Есипенко призвали и украинские правозащитные организации, среди которых Крымско-Татарский ресурсный центр, Крымсоц, объединение родственников политзаключенных. В коллективном заявлении правозащитники обратились к представителям международных организаций с призывом усилить давление на Россию для того, чтобы добиться освобождения всех политических заключенных, которые Россия содержит в своих тюрьмах. Правозащитники не исключают, что к Есипенко силовики могли применять пытки для того, чтобы тот признал свою вину и отказался от адвокатов, которые нанимает ему жена. Вот сегодня стало известно, что он отказался уже от второго такого адвоката, Алексея Ладина, который хотел представлять его интересы. Сегодня мы будем об этом подробнее говорить. Оккупанты устроили геноцид против крымских татар, и мир должен об этом знать. Десятки крымско-татарских активистов провели пикетирование посольства России в Бельгии. Люди стояли с национальными флагами и плакатами, требуя прекратить геноцид крымских татар и репрессий против несогласных с оккупацией. Один из организаторов акции, Реза Асанов, говорит, что таким образом хотели обратить внимание местных медиа на преступления оккупантов. А министр обороны Украины Андрей Таран пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе. Во время официального визита в эту страну Андрей Таран провел переговоры с государственным министром иностранных дел Такаши Ута. Он отметил, что среди задач Крымской платформы, в том числе и безопасность, включая и свободу мореплавания. А Джо Байден считает Путина убийцей и пообещал, что тот заплатит. По крайней мере, Байден утвердительно ответил на этот вопрос в эксклюзивном интервью телеканалу ABC. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы Соединенных Штатов. И вот по словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия, Байден не уточнил, но вот сегодня уже стало известно, что США ввели новые санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Власти ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут быть использованы для производства химического оружия. В оккупированном Крыму зарегистрировали за минувшие сутки 55 новых случаев COVID-19, в Севастополе 33. 7 человек скончались от осложнений, вызванных этой болезнью. Вот такие новости, на которые мы обратили внимание, и не только. Подробнее и больше смотрите в наших выпусках «Заман», традиционно в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Чухсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей.
Но мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua – это наш адрес. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. А сейчас к нашему эфиру присоединяется адвокат из временно оккупированного полуострова Алексей Ладин. Сегодня там прошли суды над нашими соотечественниками, которых обвиняют в так называемом деле по Хизбут Тахрир. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день, добрый вечер. Добрый день. Расскажите, как прошли сегодняшние судилища в Крыму? Ну, с утра у меня состоялось рассмотрение моей апелляционной жалобы на арест Яшара Шихаметова. Рассматривал Севастопольский городской суд. Я находился в СИЗО по видеоконференц-связи вместе с Яшаром. Судебное заседание прошло, к сожалению, стандартно, формально, и Севастопольский городской суд засилил стражу по 15 апреля, который избрал Ленинский районный суд города Севастополя. Собственно, все как обычно, ничего примечательного не было. Кроме того, что первая инстанция по каким-то причинам избрала закрытую форму судебного заседания. Защита возражала и писала об этом в апелляции. А вторая инстанция сказала, что все законно, однако форма судебного заседания была открытая. То есть уже якобы угрозы безопасности участникам процесса не было. Ну, такое. То есть сами себе противоречат. Но, к сожалению, Яшар ожидаемо, но, к сожалению, остался под стражей. Хочу сказать, что сегодня, после обеда, я попытался пройти в СИЗО к своему подзащитному Владиславу Есипенко. И заранее анонсируя события, поясню, что столь наглого и беспрецедентного нарушения права на защиту я, собственно, не сталкивался за 20 лет своей адвокатской практики. А расскажите подробнее, в чем заключалось нарушение? Соответственно, когда я попытался к нему пройти, сотрудник СИЗО спецчасти пояснила мне, что она не может мне его выдать, потому что на карточке стоит уведомление о том, что его может вызывать только один адвокат. Это, я насколько понял, адвокат по назначению, который назначил следователь ФСБ Власов. Я пояснил им всем, что это незаконно. Руководителя, начальника спецчасти, замначальника СИЗО. По какой-то интересному совпадению, минут через 5 или 10 в СИЗО уже появился сам следователь ФСБ Власов, который попытался мне объяснить, что я якобы не допущен в уголовное дело, поэтому не имею права зайти. Но все его объяснения не имели никакого отношения к закону, о чем я и сказал и сотрудникам СИЗО, и самому Власову. После чего уведомление, то есть талон вызова на Есипенко Владислава мне все-таки дали. Однако в дальнейшем сотрудники СИЗО отказывались вывести его в следственный кабинет, просто-напросто саботировали свою работу, игнорировали свои должностные обязанности, отказывались представляться и называть свою должность. И спустя 2 часа ожидания начальник спецчасти сообщила мне, что Владислав Есипенко, по ее информации, которую ей передал начальник СИЗО, якобы отказался от меня как от защитника. Напомню, что ранее, несколько дней ранее, он также якобы отказался от адвоката Эмиля Курбединова. Какое право сотрудники СИЗО имели отбирать какие-то процессуальные документы в рамках уголовного дела у моего подзащитного, вызывает очень много вопросов. Так же, как и вызывают вопросы отказ Есипенко от адвокатов по соглашению. То есть вы думаете, что Есипенко ни от Эмиля Курбединова, ни от вас сам лично не отказывался? Я думаю, что Есипенко находится под большим давлением психологическим. Возможно, его пытали и физически. Возможно, у него на теле в настоящий момент сохранились какие-то следы пыток, в связи с чем адвокатов по соглашению до него не допускают.
Возможно, он еще не дал в полной мере нужные показания следователю ФСБ, поэтому они пытаются склонить его дать те показания, которые им нужны. То есть вариантов много и других причин грубо нарушать право на защиту я не вижу. А кто сейчас его защищает? К нему привязали так называемого госадвоката? Ну да, то есть у нас нет такого понятия, как госадвокат, да? Имеется понятие адвокат по соглашению, то есть адвокат, который заключил соглашение с родственниками либо с третьими лицами в интересах подзащитного, и адвокат по назначению, который назначает следователь, то есть там из числа дежурных адвокатов. Ну, насколько я знаю, насколько я располагаю информацией, у него сейчас в качестве защитника адвокат Синеглазова. Хочу А сказать, вы знакомы с ней? Нет, лично не знаком, но я знаю, что она была также адвокатом у господина Кашука, когда я заключил с ним соглашение, с родственниками соглашение, попытался и прошел к нему в СИЗО, и прошел к нему в СИЗО. Он пояснил, что он уже взаимодействует со следователями ФСБ, и кроме адвоката по назначению Синеглазовой, ему никого не надо. 12 марта, если я не ошибаюсь, задержали внештатного корреспондента «Радио Свобода». Что сейчас Есипенко инкриминирует и как вы оцениваете перспективы данного дела? Ну, на самом деле, так как я не смог с ним поговорить, да, я не думаю, что будет этично и правильно комментировать именно само уголовное дело. Я о том, что ему вменяют, инкриминируют, чего его подозревают, знаю так же, как и вы, из видео, которое представили сотрудники ФСБ, и из пресс-релизов. На самом деле, ну, для меня, просто как для человека, весьма странно, что корреспондент Крым-Реалии, который работал в Крыму, возил в машине гранату. Это как бы понимание. То есть я вместе с вами удивляюсь и высказываю в отношении этого большие сомнения. Но только как человек. Как защитник и адвокат я не могу комментировать уголовное дело, пока я в него не вступил. По поводу того, что произошло в следственном изоляторе, я и мой коллега Эмиль Курбетдинов, мы будем готовить процессуальные документы и, конечно же, реагировать. Мы не оставим столь вопиющие нарушения прав, как Есипенко и, собственно, прав адвоката, без внимания и без, так скажем, должного продолжения. Спасибо вам большое. Это был адвокат Алексей Лазин с нами на прямой связи из временно оккупированного полуострова. Вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал российский референдум в Крыму в 2014 году фейковым и заверил, что власти Украины сегодня прилагают все усилия для возвращения контроля над временно оккупированным полуостровом Крым и освобождения всех политических заключенных. Давайте послушаем его цитату. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Великобритания также не признает результаты так называемого крымского референдума. Об этом на своей странице Twitter написала посол Великобритании в Украине Мелінда Сімонс. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Госсекретарь США Энтони Блинкен в 7-ю годовщину оккупации полуострова призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированным полуостровом. Об этом он написал на своей странице Twitter. Вот его сообщение.
Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. Вы знаете, недавно, спустя 7 лет оккупации полуострова, наконец-то РНБО утвердила стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова. И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера сообщил, что эта стратегия будет состоять из 2 блоков. Что именно? Давайте послушаем. Цей план заходів складатиметься з 2 блоків. Перший – це внутрішня політика, і друге – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ. Богдан Бондаренко, медіатор Національної асоціації медіаторів України, політичний експерт, фахівець з конституційного права, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас, салям алейкум. Пані Гульсум, доброго дня. 7 лет с момента оккупации Крыма. Вчера было 7 лет с момента проведения так называемого референдума в Крыму. Чего добилась Украина сегодня в направлении деоккупации полуострова? Можем ли мы посчитать достижения Украины? Хороше запитання. Я перепрошую за таку Вы так тривалу паузу. вздохнули. Тяжело. Я почав просто думати. Розумієте, складність, мені здається, складність цього процесу полягає в тому, що в тих умовах, які ми опинилися з самого початку у 2014 році, десь об'єктивно, десь суб'єктивно, і з тим, що зараз, скажімо, поле для маневру, яке є на сьогодні, воно є досить обмеженим. Воно що і в 19-му, 18-му, і 17-му, і зараз воно досить обмежене. А питання, коли ми на 7-му, по суті, році говоримо про те, що ми затвердили стратегію, яка лише далі в подальшому буде мати якісь блоки. Тут стратегія, наскільки я пам'ятаю, частина цього документа мала бути публічною. Да, но пока еще не опубликовали. Але її ще немає. Так, тому оцінювати її змістовно досить складно. Якщо ми говоримо про те, що ми робимо оперативно, в межах вже, так, скажімо так, реакції на затримання або українців, або кримських татар на території Криму і допомоги, які ми надаємо, десь держава, скажімо, щось робить, але в основному це все одно, мені здається, інститути громадянського суспільства. Питання обмінів, які ми досягли свого часу, це теж, в принципі, включення було держави. Я до чого веду? Що держава має мало на сьогоднішній день важелів впливу для того, щоб повернути окупований півострів. З іншої сторони, якщо ми говоримо про те, що ми готуємося до чогось масштабного, що теоретично колись може відбутися, і ми проводимо для цього дії, то теж насправді небагато. Ключове, що сьогоднішній все-таки річниці, або, не знаю, роковині, можна навіть сказати, ми маємо для себе відмітити, що, по-перше, не було жодного референдуму. Тобто те, що відбувалося в Російській Федерації, немає, що робилося Російською Федерацією на території окупованого півострова, не може мати нічого схожого з словосполученням, терміном, який є референдум. Чому? Справа не в міжнародних принципах, не в правилах, не в тому, як воно було прозоро чи не прозоро проведено. Автомати там було 2 автомати, 10 автоматів. Використовуємо російський наратив «зелені чоловічки» чи без нього. Це не має жодного значення. Значення має лише 2 обставини. Перша обставина полягає в тому, що зміна території України може затверджуватись, наголошу, тут не перше проводитися, затверджуватись, лише національним референдумом. Національного референдуму жодного не було. Відповідно, нічого немає, рішення Конституційного суду у нас є. Друге, що вони намагалися це легітимізувати, начебто правом кримського народу на самовизначення. Жодного кримського народу не існує. Є кримські татари, корінний народ, є українці, є росіяни, які проживали на території цього півострова. Ніякий кримський народ, який в теорії не існує і в практиці так само, не реалізовував жодне право на самовизначення шляхом референдуму чи будь-якого іншого шляху. Тому те, що зараз ми маємо для себе чітко відфіксувати і, власне, продовжувати говорити про це в міжнародній площині і в українській, те, що жодного референдуму не було, ніякого кримського народу не існує. А далі закріплювали вони у себе в Конституції, як вони що робили, нас це абсолютно не хвилює.
І другий крок після того, як ми з цим власне визначилися і продовжуємо це активно комунікувати, ми розробляємо дійсно стратегію, яка під різні сценарії розвитку подій буде визначати той оптимальний, той найкращий для нас сценарій, коли ми повертаємо окуповану територію. Ну и плюс ко всему прочему, Украина работает в направлении ужесточения санкций в отношении России и еще большего утяжеления содержания Крыма для Кремля. Насколько мы были успешны в этом вопросе за последние 7 лет? Не особливо, насправді. Ну, з однієї сторони, ми розуміємо, що санкції самі по собі, це певні дискримінаційні обмеження, які, будемо відверті, вони застосовуються країною тоді, коли їй вигідно. А далі вже під приводом будь-яким, тобто будь-то війна в Донецькій, Луганській області, окупація Криму, вбивство певного журналіста або якісь інші обставини, вони часто знаходяться як приводи. Що може в цьому плані знайти Україна, що вона може зробити? Ми досить, насправді, мені здається, за 7 років багато часу виділили для того, щоб пояснювати країнам, що давайте, окей, дивіться, ви можете застосувати санкції, ця проблема є кричущою, ця проблема є не тільки нашою, тому застосовуйте їх. До деяких санкцій вдалося Російській Федерації адаптуватися. Друге питання пов'язане з тим, що ми насправді не сильно знайшли заміни деяким, скажімо, ринкам збуту тощо для європейських компаній, які з самого початку в 2014 році застосовували санкції для РФ. Тобто ми пояснили, що нам треба ця допомога, але навіть на свої інтереси національні ми не проставили якогось замінника російського ринку. Я розумію, що це неможливо в тих масштабах, але принаймні частково. А третя позиція полягає в тому, що, розумієте, санкції в цьому плані, які ми не говорили, як елемент для того, щоб повернути півострів, тобто як санкції, як такий механізм, який буде настільки жорстким для Російської Федерації, що буде змушена вона повернути півострів просто через вплив цих негативних обставин, на сьогоднішній день просто не придумали. Ви розумієте, що які б там не були негативні санкції, якщо б їх навіть застосували, наддраконівські, супердраконівські, вони в сьогоднішній конфігурації, в тому, що Володимир Путін присутній в Кремлі, і тому, що російський режим є таким, як є, вони просто не можуть собі цього дозволити. Тому, відповідно, ми чекаємо ось цього пресловутого моменту, який називається «Коли Росія розвалиться». Давайте підключимо зараз к нашому ефіру Олену Сотник, народного депутата України 8-го скликання. Вона зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пані Олено, вітаю вас, селям алейкум. Витаю, доброго вечера. Да, мы сейчас обсуждаем 7-ю годовщину оккупацию полуострова. Как вы думаете, был ли шанс у Украины на то время удержать Крым? И что, по-вашему, не так сделало мировое сообщество на то время, куда смотрели международные институции, или же действительно не было каких-либо шансов удержать Крым и противостоять агрессии России в 2014-м? Я думаю, що тут достатньо серйозне і складне питання, воно комплексне. І спрацювало багато факторів. Звичайно, що ні ви, ні я не володіємо всім обсягом інформації, і ми можемо тільки судити з того, що ми знаємо і розуміємо. Очевидно, що перш за все зіграло свою роль певним чином цей момент неочікуваності, тобто раптовості ситуації і того, що на той момент в державі фактично вже Янукович втік, а була перехідний період, була перехідна історія з наступними виборами і так далі, і так далі. Тобто інституції були явно ослаблені, і, звичайно, це теж серйозно вплинуло на реакцію недостатньо оперативно, недостатньо зв'язку з боку України. Якщо говорити про зовнішній світ, то я думаю, що перш за все не до кінця взагалі були оцінені ризики з перші години, перші дні, коли з'явилися так звані зелені чоловічки на території півострова, і просто-напросто міжнародні партнери, вони не знали ні що робити, не були готові щось робити. І якщо там когось звинувачувати, то напевно в першу чергу треба
говорити про те, що ми самі мали б бути готові до будь-яких сценаріїв, тому що Російська Федерація ще з моменту і Харківських угод, і в принципі ведення переговорів в форматі ультиматумів вже тоді показувала своє ставлення до України і взагалі свою умовно повагу до територіальної цілісності, і те, що вона претендує на якісь речі, які точно не випливають з незалежності і суверенності України. Тому однозначно не було належної реакції не з нашого боку, не з боку світового співтовариства. Звичайно, що сценарій такий, якщо Україною і прораховувався, то однозначно не був розцінений як серйозний і реалістичний. Тому вже на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо, але я б тут оцінювала ситуацію станом на зараз. Ми ще рік тому говорили дуже багато про те, що Крим зник з порядку денного світового, але я б все ж таки сьогодні була б в цьому сенсі більш позитивною. Мені здається, що принаймні з боку МЗС зараз здійснюється достатньо велика кількість зусиль для того, щоб все ж таки питання Криму, деокупації Криму повернути в загальну міжнародну адженду. І ідея того, це дуже символічна ідея до 30-річчя незалежності України про створення Кримської платформи. І більше того, реакція на створення Кримської платформи з боку Російської Федерації офіційного Кремля свідчить про те, що це абсолютно правильна ініціатива, нею треба рухатися. Наші міжнародні партнери мають активно нас в цій ініціативі підтримати. А как вы думаете, отыграет ли свою практическую роль Крымская платформа, или же это будет просто такой информационный шум вокруг Крыма? Дуже багато залежить від того, що буде закладено в ідеї і принципи цієї Кримської платформи. Якщо ми одразу її представимо як просто платформу для діалогу, то я з вами погоджуюся, це може просто перетворитися, на платформу розмов, навіть можливо менш впливову, ніж мінські групи, і які насправді ні на що, крім якихось заяв раз на рік не перетворяться. Але якщо створити цю платформу в межах все ж таки вироблення певних рішень, і після цього ці рішення з боку учасників цієї платформи будуть імплементовані на рівні їх держав або, наприклад, того ж Європейського Союзу, у вигляді санкцій, у вигляді додаткових реакцій, у вигляді притягнення до відповідальності тих, хто сприяє порушенню, наприклад, прав людини на території Криму, або хто сприяє окупаційному режиму і так далі, і так далі. Тобто, якщо це буде платформа для вироблення спільної міжнародної політики всіма партнерами, то тоді у цієї платформи є всі шанси стати впливовою точкою і стартом все ж таки до нехай складної, але боротьби за деокупацію, і повернення Криму до складу України. Дякую дуже, пані Олена. Чухсагулнас Олена Сотник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Министр обороны Украины Андрей Таран во время своего официального визита в Японию провел переговоры с государственным министром иностранных дел Японии, во время которого пригласил официальный Токио присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Вот что там говорят. Оскільки Україна та Японія мають схожі геополітичні проблеми, то для обох держав є нагальним питання територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів. Ми пропонуємо активізувати взаємодію для гарантування національних інтересів та безпеки двох держав. Це надасть нового імпульсу двосторонньому політичному та військово-політичному співробітництву України та Японії. Пане Богдане, у Японии есть с Россией территориальный спор, а точнее Курильские острова оккупированы до сих пор со стороны России уже, если не ошибаюсь, с 1946 года. Следовательно, можем ли мы говорить, что Япония, прекрасно зная и понимая, что такое Россия, при этом имея с ней территориальный спор, будет душой и телом включаться в процессы деоккупации Крыма, и насколько важно участие Японии в Крымской платформе?
Японія дійсно дуже тривала історія, і за останні роки багато хто з аналітиків очікував того, що вдасться передньому прем'єр-міністру Японії домовитися з Путіним за Куріли, тобто в тому вигляді, що все-таки повернути їх під повний суверенітет Японії, але цього не вдалося. Чи будемо очікувати того, що інша іноземна держава, яка навіть і розуміє, як ви кажете, і душою, і тілом, та і свідомістю саму проблему, буде включатися в проблеми іншої держави і намагатися там ледь не вирішити її за нас, то ні, не буде. Чи буде підтримувати? Ну, ймовірність є. Я, на жаль, не сильно добре володію з сьогоднішнім матеріалом, яким відносини Японії і Російської Федерації станом на зараз. Те, що наш, власне, посол України в Японії, пан Корсунський, організував цю зустріч з міністром оборони, що це, за його словами, насправді, наскільки я пам'ятаю, це перший взагалі контакт такого рівня в тому вигляді, в плані закордонного візиту нашого міністра оборони тощо, то це позитивно. Але для нас маємо все одно ключову відповідь на питання: добре, якщо не вони приєднаються, що буде за свою суттю Кримською платформою? Тобто, чи це майданчик для того, щоб країни між собою обговорювали проблему Криму? Якщо майданчик має на меті не дозволяти забути про цю проблему і не пустити все на самотек, і не залишити так, як і на сьогоднішній день ситуація є, це одне із завдань, яке, в принципі, може бути виконано. Якщо ми будемо покладати на Кримську платформу якісь надії, які завідомо є нереальними, ну, тобто, з серії, що всі зберуться в одному місці і скажуть, що якщо Російська Федерація не віддасть завтра Крим, то значить, там, я не знаю, як то утрувати це питання, але тоді вона буде виключена повністю з усіх там економічних відносин з тими сусідами, які всіма іншими країнами, які включені до Кримської платформи. Ну, навряд чи це відбудеться, да, і очікувати від Кримської платформи такого, ну, навряд треба. А что тогда нужно ожидать? Ну вот каких практических шагов нужно ожидать и чем поможет Крымская платформа? Ну, перший пункт, я сказав, що те, що якщо вона буде створена, власне, в тому вигляді, якому планується в Офісі президента, що не дозволятиме зробити вигляд, ну, робити в Російській Федерації надалі вигляд, що ось по Донецьку-Луганську ми будемо розмовляти, ну, тому що там і то так збоку, і то як гарант, а Крим взагалі питання закрите. Да. Щоб це от конструкція «закритий Крим» як питання, та, вона не була абсолютно простою для Російської Федерації. Щоб вони не могли собі дозволити сказати: ні, слухайте, взагалі це питання яким чином не обговорюється, і в міжнародному якомусь дискурсі це питання не вспливає, тому і ви забудьте. Так? Щоб без цього не було, ну, сам факт її створення і залучення до цього різних міжнародних суб'єктів, це може бути хорошою ідеєю. Друге питання пов'язане з тим, що все одно, яка б не була створена платформа, ми розуміємо, що багато чого буде залежати від вектору і від тої політики, яка напрацює для себе адміністрація Сполучених Штатів вже нового президента. Тобто, якщо у них буде якась логіка пов'язана з тим, що вони будуть активніше протидіяти Російській Федерації, шукатимуть нові якісь варіанти того, де з ними, скажімо так, вступати в конфлікти, по суті, то один із таких варіантів ми можемо запропонувати – це Крим, будь ласка, підтримуйте нас тут. Якщо б говорити про якісь практичні особливі наслідки, треба розуміти, що ситуація, яка є на сьогодні, вона не передбачає того, що в міжнародному, скажімо так, дипломатичному векторі можна швидко вирішити за допомогою створення якогось майданчика, вирішити питання повернення Криму під український суверенітет. Тобто справа ж не в цьому. Там ми розуміємо, що Російська Федерація до цього не долучиться і не сяде за стіл переговорів, бо обговорювати, ну, наскільки там от було незаконне приєднання Криму. Вони цього робити не будуть. Я, власне, колись говорив про це, можливо, в ефірі вашого телеканалу, що якщо ми говоримо про якісь практичні засоби, то цікавий варіант був би наступний, що так чи інакше більшість країн, та, ну, якщо не враховувати Китай останнім часом, то все одно забороняють своїм компаніям проводити економічну діяльність на території півострова. Але так само ми знаємо, що за 7 років були випадки, коли ці компанії, навіть європейські, так чи інакше працювали в Криму. Так, ну, чудовий приклад, коли вони, здається, в Ростов та турбіни направляли, а де-факто вони опинилися в Криму. Тому, якщо ми говоримо про це і створення якогось майданчика, то, можливо, це буде майданчик, який дозволить випрацювати механізм для всіх країн, які спільно вже підтверджують те, що їхні компанії не можуть працювати на території півострова. Якщо буде виявлятися інформація, в межах цього майданчику буде створений механізм, який дозволятиме швидше зупиняти цю незаконну діяльність, а можливо навіть притягати до відповідальності по національному законодавству тих, хто хоче. Тобто, щоб був створений певний алгоритм. Його можна створити дійсно на цьому майданчику. І це дійсно буде практичний механізм. Чи розглядається цей варіант в принципі? Чи можливий він на рівні попередніх переговорів, консультацій з країнами, які заявляють про свою готовність прийняти участь? Я не знаю. Але як практичний варіант, ось, будь ласка, в принципі, як ідея
це можливо. Тому зараз, мені здається, я не чув, на жаль, таких відповідей на питання, в чому буде швидкий ефект від Кримської платформи. І я розумію, чому я навіть не чув ці відповіді на ці питання. Тому що їх насправді не існує до кінця. Тобто сьогоднішня ситуація, вона є, на жаль, такою, що якусь швидку опцію, швидку перемогу за рахунок просто створення платформи не дати неможливо. Многие политики, эксперты говорят, что в рамках крымской платформы нужно обязательно обсуждать насущные вопросы Крыма, в частности, вопрос дефицита воды на оккупированном полуострове. Там действительно сохраняется критическая ситуация. Вот сегодня появилось такое сообщение, что в Белогорском и Тайганском водохранилищах осталось слишком мало воды, чтобы она существенно повлияла на ситуацию с водоснабжением. Об этом сообщил крымский предприниматель, общественный деятель и владелец зоопарка Тайган Олег Зубков. Вот его цитата. Вы видите цитату Зубкова? Воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах практически вообще нет. Практически мертвый остаток. В Белогорском водохранилище были где-то 2 или 2,5 миллиона кубометров, которые не могли спасти положение в Симферополе. Да и доставить их достаточно тяжело. Ну а вот оккупационные власти Крыма обвиняют Украину в водной блокаде, и там даже подготовили иск к Украине на 10-20 триллионов рублей. Это 137-274 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Об этом недавно заявил председатель оккупационного парламента Крыма Ефим Фикс. Вот его цитата. Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб. Это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей. Должны выйти на эту цифру. Куда они будут подавать этот иск, и есть ли какие-то перспективы, пане Богдане? Знаєте, коли я чую від представників або окупаційних адміністрацій, або російських силових відомств терміни із серії мероприятия, мені не вистачає перед цим слова «активне». І другого, що ми повинні вийти на цю цифру, ви ж все одно калькулятор свій маєте, так чи інакше вже порахували, скільки ви хочете, і те, що ви там калькуляції якісь точні проводите, вибачте, нікого не смішить. Куди будуть подавати, я не знаю. Для нас чудова можливість обговорити знову питання на тому, що давайте, будь ласка, подавайте позови, ми обговоримо те, що окупаційна адміністрація має нести відповідальність держави-окупант за території, на якій на сьогоднішній день знаходиться під її окупацією. І ми знайдемо, якщо ця площадка буде не в Басманський суд, а якщо вони в ЄСПЛ подадуть, і там ЄСПЛ вирішить про прийнятність цієї заяви проти України і будуть її розглядати, то у нас буде можливість встановити, власне, цей факт на цьому рівні. Я не знаю, куди вони хочуть це подавати, але треба розуміти, що це їхня відповідальність, в першу чергу відповідальність Російської Федерації. Ми навіть не говоримо про те, що така сама відповідальність була б за території, які на сьогоднішній день не підконтрольні уряду в Донецькій і Луганській області. А тут ще й навіть вони формально, навіть для себе, по своїм квазіпроцедурам приєднали. Тобто вони не заперечують того, що вони є на сьогоднішній день країною, яка здійснює фактичне адміністрування і керівництво цієї території. Просто вони заперечують те, що вони є окупантом, але ми можемо, власне, дуже чітко з боку, знову-таки, наших процедур визначити те, що жодного кримського народу не існує, жодного референдуму не було, тому, власне, ви незаконно здійснюєте контроль над цією територією. Куди будуть подавати? Там ми будемо обговорювати, якщо це знову-таки не Басманський суд, або не суд этого Северного окружного... Военно-окружного Ростовського суда. Дякую. Власне, якщо не він. Тобто там ми, звісно, обговорювати це не будемо. З огляду на це, якраз, окей, добре, питань немає. З точки зору того, що в сьогоднішній день критична ситуація з водою, з точки зору людської, з точки зору, власне, просто як людини, мені прикро, що так відбувається. Але з точки зору громадянина України, я розумію, чому так відбувається. Дякую дуже, пане Богдане. Богдан Бондаренко був з нами на прямому зв'язку, політичний експерт, фахівець з конституційного права. А зараз к нам присоединяється Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач. Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум.
Добрый вечер. Добрый вечер. Харьковские соглашения хотим с вами обсудить подробнее, учитывая, что сегодня украинские чиновники и депутаты, которые участвовали в подготовке Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюска. Вот его цитата, давайте его послушаем. Ключове, що в заяві прозвучало і, власне, в дорученні РНБО, що слід перевірити дії посадових осіб взагалі. Тобто не тільки депутатів, а й тих, хто готував харківські угоди, візував їх, погоджував. Це питання службовців виконавчої влади, Кабміну, а також адміністрації президента того часу. Це, мені здається, реальніше залучення до відповідальності, в тому числі і до кримінальної, ніж народних депутатів. А в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о денонсировании Харьковских соглашений. По данным сайта парламента, документ зарегистрировали 12 марта, а 16 марта его предоставили на ознакомление. Законопроект инициировали двое народных депутатов от фракции «Слуга народа». Угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України підписану 21 квітня 2010 року в місті Харкові і ратифіковано Верховною Радою України 27 квітня 2010-го денонсувати. Есть ли реальный механизм привлечь к ответственности тех народных депутатов, которые голосовали в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений и при этом не нарушать Конституцию Украины? В действительности можно сказать, что сами по себе те решения, которые принимаются относительно принятых в то время соглашений, они, хочу отметить сразу, правильные и очень выверенные. Относительно уголовной ответственности, на мой взгляд, это достаточно мы заходим далеко наперед. Да? На сегодняшний день нужно для начала довести саму деанонсацию до фактического завершения. Поскольку именно такой шаг позволит нам решить, скажем так, несколько, по крайней мере, информационно-политических задач, в том числе и связанных с тем, что пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории полуострова Крым с того периода по 2014 год, непосредственно когда произошла оккупация полуострова, она являлась фактически незаконной. И уже непосредственно после этого отталкиваться на уровне международного законодательства, на уровне международном, относительно того, что в принципе как таковое это пребывание можно расценивать как своего рода присутствие иностранного контингента на территории государства без непосредственно права, предоставленного этим государством. На то время, в 2010 году, пребывание Черноморского флота в Крыму в Украине не воспринималось как угроза национальной и территориальной целостности. Просто свято верили так называемому русскому братскому народу, или что это было? Я думаю, я не открою какой-то секрет о том, что в Украине всегда присутствовало два лагеря. Один, который отстаивал исключительно пророссийские взгляды и продолжает их отстаивать даже на сегодняшний день при явном вторжении Российской Федерации на территорию Украины и оккупации наших территорий. И тот лагерь, который отстаивал исключительно проукраинские позиции и интересы Украины как целостной страны и украинского народа. И непосредственно Черноморский флот на территории полуострова Крым — это никогда не было размещение каких-либо сил и средств иностранного государства в интересах Украины, а как раз наоборот. Как воспринималось каждый, опять же, из противоборствующих, условно так, политических лагерей на тот момент воспринимал это по-своему. Опять же, пророссийски настроенные, та же самая партия регионов и так далее. Эти силы, безусловно, воспринимали в свою пользу присутствие своего рода, даже знаете, я бы как это назвал,
Они рассчитывали в какой-то степени на присутствие российских войск на территории Украины исключительно в своих корыстных целях с перспективой на некое будущее, поскольку на тот момент горечь поражения в ходе помаранчевой революции, да, она не давала покоя этому лагерю спокойно спать. И каждый последующий избирательный процесс, каждый последующий выбор, они вспоминали ту ситуацию, которая имела место быть. К тому же не забываем еще инцидент, когда Российская Федерация самовольно в начале 2000-х годов пыталась проложить на территорию полуострова Крым, скажем так, дорогу. Да? Этот инцидент должен о многом был сказать еще на тот момент, что от России ничего хорошего ожидать не стоит. Если бы ситуация зашла бы в более такой вот эскалационный, какую-то более эскалационную фазу, то не исключено, что силы и средства Черноморского флота были бы использованы еще тогда, 20 лет назад, непосредственно против Украины. Как вы думаете, почему сейчас именно взялись за Харьковские соглашения? Вы знаете, вопрос достаточно интересный, поскольку есть множество довольно-таки сомнительных соглашений, договоренностей, которые имели место за вот весь этот период, за весь период современной независимости Украины непосредственно с Российской Федерацией. Ну, опять же, можем и газовые контракты вспомнить и так далее, и так далее. То есть сомнительных документов много. И Харьковский, возможно, это один из тех этапов, которые, необходимо было уже начинать реализовывать и 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, намного раньше. Но ситуация складывается так, что в нынешних условиях актуализация вопроса Крыма, возвращение актуализации к вопросу об оккупации Крыма Российской Федерации в контексте именно присутствия всего этого времени на территории полуострова, де-факто незаконного присутствия, да, контингента иностранного государства, будет звучать как нельзя лучше и актуально именно в нынешних политических реалиях. Ну и возможности, на мой взгляд, на сегодняшний день для того, чтобы провести денонсацию данных договоренностей, на мой взгляд, наибольшие сейчас и возможности по этому, и время самое подходящее. Ну, давайте подробнее узнаем у одного из авторов этого законопроекта, народного депутата Александра Лисючака, который сейчас с нами на прямой связи, член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, фракція «Слуга народу». Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что включает в себя ваш законопроект о денонсации Харьковских соглашений. Власне, питання стоїть про розірвання договору по так званого Харківських угод, оскільки на сьогоднішній день ми маємо та проблему анексії Криму Російською Федерацією, і в той же час ми маємо угоди, які дозволяють Російській Федерації розміщувати і мати присутність своїх військових баз на території українського Криму до 27-го року. У мене справді виникає питання, чому там 2, 3, 4 роки до цього це питання не піднімалося, оскільки фактично російська сторона може інтерпретувати угоди як законне перебування російського флоту, російських військових на території підконтрольній Україні, території Криму і в територіальних водах України. Тому, власне, ми з колегою подали даний законопроект, який має на меті розірвати ці угоди і звертатися, в тому числі в міжнародні інстанції, стосовно незаконного перебування російського Чорноморського флоту, російських військових на території Криму, на території України. Когда примерно ваш законопроект может выйти в зал парламента? Как вы оцениваете перспективы его принятия или не принятия?
Власне, до вчорашнього дня, до заходу в законопроект 2194, ми мали надію, що це відбудеться найближчим часом, зокрема на наступному пленарному тижні, але з огляду на ті дії, які сьогодні чинить опозиція, маю такі застереження, що це трішки відтермінується у часі, тому що питання надуманих якихось застережень до законопроекту 2194 унеможливлюють найближчим часом внести законопроект про денонсацію в парламент. Але знову ж таки, я сподіваюся, що, наприклад, на мою думку, політична сила, яка позиціонує себе як проукраїнська партія «Батьківщина», не буде стримувати цей процес своїми правками до законопроекту про передачу земельних господарського призначення в громади. І ми найближчим часом дійдемо до законопроекту по денонсації, який він ще має пройти комітет. Предположим, что законопроект в Верховной Раде Украины приняли. Что дальше? Что с этим делать? Далі ми будемо звертатися, знову ж таки, поміж тими зверненнями в міжнародні інстанції, Організації Об'єднаних Націй, судові міжнародні інстанції про анексію Криму і так само про перебування на території анексованого, але скажімо, українського Криму, української території, військових іншої країни, які не мають ніяких юридичних підстав там перебувати. Скажите, І далі боротьба дипломатичних наших депредставництв, дипломатичного корпусу по відшкодуванню збитків і по змушувати Російську Федерацію покинути територію України за допомогою наших міжнародних партнерів, за допомогою міжнародного права. РНБО сейчас поручила Службе безопасности Украины проверить на госизмену тех народных депутатов, а их 236, которые тогда проголосовали за ратификацию этих Харьковских соглашений. Но вчера спикер парламента Разумков сказал, что из-за индемнитета их привлечь к ответственности будет нельзя. Тогда в чем смысл, или же все же есть реальные механизмы, чтобы привлечь к ответственности этих народных депутатов и при этом не нарушить Конституцию Украины? Я думаю, це питання має детально обговорюватися, але перш за все Служба безпеки України, я думаю, в ході розслідування визначить тих осіб, які готували ці харківські угоди, так званий пакт Януковича-Медведєва, аби зрозуміти, звідки виникла ця ідея, яким чином особи зацікавлені в даному пакті, в даних угодах впливали на народних депутатів, ті, хто готували ці угоди, за чиєю вказівкою вони готувалися, і чому саме такий текст був. І ми отримаємо звіт Служби безпеки України, а далі відповідно буде оцінена робота і прийняті ті міри, які не будуть порушувати Конституцію України. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Алексійчук був з нами на прямому зв'язку. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народу». А на востоке Украины продолжается обострение. И вчера спикер трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Арестович заявил о том, что план Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, но он уже готов. Вот его цитата. Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Пане Александр, у вас есть понимание, что это за план? Мы его видели, мы его слышали, или это что-то новое? Ну, по крайней мере, на сегодняшний день большая часть тех планов, которые существуют вообще в принципе по Донбассу, мы и не можем
можем их видеть досконально. Это не та информация, которая сливается в открытые источники, и любой желающий имеет к ним доступ. Тем более, если они согласовывались на столь высоком уровне. Что я вижу в данной ситуации и что можно, в принципе, ожидать вообще как от Германии и Франции, как от партнеров Украины в данном переговорном процессе, это соблюдение, на мой взгляд, абсолютно всех требований по Минским соглашениям, в том числе, опять же, и по таким достаточно сложным вопросам, как вывод российского контингента с оккупированной части Донбасса и восстановление контроля над границей непосредственно Украиной, и впоследствии уже оговоренные, опять же, в течение длительных переговоров оговоренные выборы местные, которые будут проводиться уже на освобожденной территории. И все это я не исключаю, что достаточно прагматичные немецкие политики, французы действительно попытались привязать непосредственно к каким-то срокам, каким-то датам. Но, на мой взгляд, это не возымеет существенного успеха, поскольку Российская Федерация уже давным-давно показала, что это не та страна, с которой можно разговаривать исключительно цивилизованным политическим языком. Это страна, которая в настоящее время все же продолжает придерживаться своих реваншистских амбиций, и для нее решение вопросов по Донбассу сохраняет достаточно высокий приоритет, именно решение исключительно на ее условиях. Увы, но это так. Ну а как быть тогда, если такая патовая ситуация, когда Россия настаивает на своем, Украина настаивает по праву на своем? Есть ли какой-то выход, есть ли какая-то панацея? На это просто нужно смотреть, на эту ситуацию широко открытыми глазами, да? Не через розовые очки или выстраивая хрустальные замки. Мы должны прекрасно понимать, что Российская Федерация от всех тех метастаз русского мира, которые она успела наплодить за время своего существования, именно существования как такого образования, как Российская Федерация, опять же. Я имею в виду в данном случае Приднестровье, я имею в виду Абхазию, Южную Осетию. Она не откажется от этих своих метастаз просто так, до тех пор, пока они не станут действительно обременительными для нее и для ее существования, для существования ее режима, для существования ее элит. То есть фактически Украина должна вместе со своими западными партнерами придерживаться политики жесткого давления на Россию, как экономического, так и политического, ограничения санкций и регулярный прессинг на всех международных площадках, которые только доступны. Это именно тот путь, который может со временем вынудить Россию уйти с Донбасса. Давайте обсудим еще Соединенные Штаты Америки. На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в выборы США. Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран. Американская разведка же обнародовала тем временем информацию, что Россия и Иран влияли на выборы США, а Китай решил не вмешиваться. Какие будут санкции? Есть у меня ожидание, конечно, что в первую очередь под санкции должны будут попасть действующие лица Российской Федерации, которые замешаны в распространении дезинформации. Это, на мой взгляд, должны быть медийные информационные площадки, пропагандистские ресурсы,
а также непосредственно кураторы тех групп, которые осуществляют хакерские атаки и так далее. Но мы прекрасно знаем, что один из таких персонажей — это Евгений Пригожин, которому приписывается непосредственно курирование фабрикой троллей, Повар. и который непосредственно курирует подобного рода спецоперации не только на территории США, хочу заметить, поскольку в конторе Евгения Пригожина в том числе и были отданы проекты по реализации дестабилизации Африки в ходе избирательного процесса, который происходил в этом континенте на протяжении последних нескольких лет. То есть это достаточно жирные были по финансированию проекты, которыми он курировал и так далее. Но он на сегодняшний день, как известно, находится под санкциями. Помимо всего прочего, есть и другие действующие лица, которые имеют отношение к подобного рода деятельности России, которая не является чем-то экстраординарным, поскольку Россия, она, не имея возможности добиваться каких-то серьезных успехов на международной политической арене, всегда прибегала вот к подобного рода информационным кампаниям. Со временем, по мере развития непосредственно интернет-технологий, она поставила их на, скажем так, свое служение. Поэтому будем ждать. Безусловно, это достаточно закрытая информация, ее не будут предварительно, как и было сказано, раскрывать, но можем ожидать. Я бы хотел бы, например, увидеть определенные санкционные действия против руководящего состава лаборатории Касперского, да, против ряда компаний, против такого серого кардинала российских поисковых технологий, как Игорь Ашманов. Ну, это мои личные предположения, конечно. Что будет на самом деле, покажет время. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Олександре. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військовий політичний оглядач Одесса. Я напомню, что американская разведка недавно обнародовала информацию, что Россия и Иран влияли на выборы США, а Китай решил не вмешиваться. В частности, сообщается, что президент России Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщалось, что Путин контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня прокомментировал результаты этого расследования об иностранном вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов Америки. И вот что он сказал. Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії. А президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы. Вот его цитата. Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаю вас, селям алейкум. Добрий вечір, салам алейкум. Вітаю АТР и всех друзей АТР. Пане Павло, услышали сейчас цитату Джо Байдена. Что-то я не припоминаю, что до этого дипломаты США, президенты вели такую жесткую риторику. Это что-то новое? Ну, Джо Байден, він ще не дипломат, він політик. І він, як президент США, може дозволити собі говорити від імені американського народу. І він завжди досить жорстко ставився до авторитарної і агресивної Росії. До речі, після того, як було перезавантажено Радянський Союз, він був один з тих, хто розумів російську загрозу в майбутньому. От він це передбачив, у нього була ця візія. І тому я вважаю, що він зараз буде досить послідовним. Він прекрасно розуміє, що у путінської Росії, у путінського режиму є геополітичний і, головне, ціннісний конфлікт з свободним миром.
тобто з трансатлантичною спільнотою. І я вважаю, що реакція буде. Ви тільки що цитували результати, які нам запропонувала розвідувальна спільнота американська. І тут я вважаю, що дуже чіткий висновок. І висновок, до речі, дуже непростий для нас, для України. Оскільки американці кажуть, у вас діяли мережі російського впливу. Так, звичайно, зараз потрапили під санкції українські громадяни, які були з ними пов'язані. Питання в тому, як ми протидіяли цим мережам російського впливу. І це питання виникне в нашому, вже виникло, я думаю, що в нашому діалозі з Сполученими Штатами. А стосовно санкцій, те, що ви обговорювали, я все ж таки дуже сподіваюся, що санкції будуть стосуватися не тільки окремих, звичайно, злочинців, які займаються кіберзлочинністю з боку Росії. Я дуже сподіваюся, що будуть санкції хоча б часткові стосовно доступу до фінансових ринків, стосовно російського боргу, стосовно хоча б одного чи декількох російських олігархів. Не факт, що вони будуть одночасно одним пакетом, але от саме це я хотів би бачити, це обговорюється в Вашингтоні, але яким буде рішення Байдена, ми подивимось найближчим часом. А які санкції реально можуть подорвати економічну базу Росії? Я вважаю, що якщо ми кажемо про взагалі, так кажуть, знаєте, ядерно-санкційну зброю, якщо хочете, то це має бути, безумовно, нафтове ембарго, це має бути відключення Росії від банківських операцій, не тільки SWIFT, але, зокрема, SWIFT. От саме це ядерна санкційна зброя. От те, про що я кажу, це подальша заборона доступу Росії до первісних і вторинних ринків капіталу, це російський борг, це подальші санкції стосовно чутливих секторів. Це досить серйозно. І це вже працює не тільки в довгостроковій перспективі, це працює навіть в короткостроковій перспективі. Как вы думаете, все же Байден, учитывая его такую жесткую риторику, учитывая жесткую риторику представителей его администрации, готов будет ввести эти санкции? Или хотя бы может ли он имплементировать тот закон от 2017 года, который принял Конгресс США? Это санкции, которые оцениваются в триллионы долларов против ближайшего окружения Путина. Вот есть такая готовность сегодня у Байдена? Или же он будет пытаться каким-то быть более гибким в этих вопросах? Я не думаю, що гнучким, пані Гульсум. Я скоріше думаю, що ставлення Байдена до Росії буде стратегічним. І я поясню. Я от хочу це пояснити. Те, що ви, напевно, не почуєте від Байдена, оскільки він все ж таки, як президент, має бути політкоректним. От коли я був міністром, це теж тягар бути політкоректним. Але я думаю, що американська адміністрація в процесі перегляду своєї політики щодо Росії все ж таки візьме курс на поступове перезавантаження путінського режиму, який насправді, як я кажу, є загрозою взагалі для всього демократичного світу. Для стабільності демократичних інституцій. І цей стратегічний погляд не означає, що одразу завтра чи післязавтра буде запроваджений весь пакет санкцій. Це буде тиск, який має бути результативним, а не те, що от одразу все пакетом, відповідно, Путін скаже, тепер ми остання російська фортеця, ми тримаємось, от бачите, як Захід на нас тисне. І от ця історія стосовно арешту фрілансера Радіо Свободу, яке ви теж, напевно, обговорюєте в вашому етері, це ж класична провокація. І зрозуміло, що вона спрямована не тільки назовні, а й всередині Росії. Сказати, бачите, оце українські шпіони. І оце якраз людина, яка працює на Радіо Свобода. Ви бачите, це Захід. От ми маємо зберегтися. Я думаю, що насправді санкції потрібно запроваджувати мудро, послідовно і стратегічно, а не одним ядерним ударом. Тобто перезавантажити путінський режим потрібно зі стратегічної точки зору. От знову на цьому наголошую. Многие политики, эксперты сейчас переживают относительно того, что до сих пор не состоялся телефонный разговор Джо Байдена с нашим президентом Владимиром Зеленским и оценивают это как такой тревожный звоночек. А вы как думаете, есть ли в этом какая-то тревога?
Ну, дивіться, по-перше, дійсно, період, коли всі очікують на цей дзвінок, він затягнувся. І це правда. З іншої точки зору, от буде дзвінок, умовно, завтра чи післязавтра. Ну і що? От насправді дзвінок – це тільки початок контакту лідерів. Це ж не початок контакту довірливої розмови. Довіра поки що не сформована, вона має формуватися. Тобто дзвінок сам по собі, він важливий, але він не визначає весь подальший процес. І для мене насправді важлива історія нашого партнерства, яка має перейти в союзництво. І ця історія за визначенням неможлива без того, щоб ми припинили імітації і послідовно йшли шляхом реальної судової реформи, реальна боротьба з корупцією, а не у нас антикорупційні інституції за себе борються, а не з корупцією. Ну і, звичайно, деолігархізація. Без цього неможливо. Неможливо. І для Штатів ми маємо стати реальним союзником, якому можна довіряти, якого можна взяти в НАТО, з якому, як знаєте, ми кажемо, можна піти в розвідку, за якого можна вкластися, в тому числі і в процесі звільнення Криму. А я реально вірю, що це буде зроблено. І в тому числі це буде складний процес перезавантаження путінського режиму, але до шансів ми маємо бути готові. Слухайте, ми ж прекрасно розуміємо, що допомагають тільки тим, хто бореться. От якщо ми будемо боротися і нам будуть довіряти, тоді і нам будуть допомагати. А якщо ми будемо, вибачте, чекати, що там дядя Сем, чи в даному випадку дядя Джо, от просто нам допоможе, за нас все зробить, так воно не буває. І от це потрібно розуміти, що нам потрібна історія спільного успіху. Нам, якщо хочете, потрібен новий безвіз. Такий безвіз не за сенсом, але от з точки зору реформи, які не перетворень, навіть не реформ, які цю країну змінять. І це потрібно зробити зараз з американцями, з Європейським Союзом. І це має бути реальним змістом нашого партнерства. А ми оцей дзвінок сьогодні чи дзвінок завтра, окей, важливе питання. Але точно не найважливіше в українсько-американському партнерстві. Ну а вот инициатива Украины сейчас создать крымскую платформу и в рамках крымской платформы обсуждать деоккупацию полуострова – это элемент борьбы, серьезный элемент борьбы? Ні, дивіться, Кримська платформа – це дуже правильна історія і позитивна. Але це не про деокупацію. Я от хочу всім пояснити. Кримська платформа – це насправді про привернення уваги. От зараз нам дуже важливо, щоб у нас була хвиля політична, емоційна. І ми сказали, от Крим, це нам болить, ми готові боротися. І боріться поряд з нами. Але навіть питання, такі як гуманітарні, такі як екологічні, які Росія все одно буде вимушена обговорювати, оскільки на сьогодні Крим – це чорний ящик і чорна дірка, яка нікуди не йде. Росія, вона ж буде намагатися їх обговорювати в інших форматах. Звичайно, в форматах міжнародних організацій. Тому Кримська платформа – це історія правильна, 100%. Але це історія дещо про інше. І нам потрібно з нашими партнерами зробити от такий стратегічний тиск. Використати все, що можливо. Але одночасно, я це підкреслюю, от бачите, підтримка окупації, вона і в російському суспільстві падає, особливо серед молоді. І, до речі, в окупованому Криму люди розуміють, що у них та Крим забрали кримчані. Приїхали люди з Росії, забрали бізнес, забрали управління. І що їм робити? У них забрали Крим. І от ми маємо заходити там, де можемо, хоч ми не можемо зайти в ЗМІ, але хоча б в соціальні мережі. І пов'язувати в розумі людей, що окупація призвела до економічної злиденності, до перспективності. І я впевнений, що російська молодь вибере перспективу для себе, відкритість країни, щоб це була інша країна, а не режим навколо. Але над цим потрібно послідовно працювати. І це ми теж можемо зробити разом з нашими друзями і партнерами. Тобто такі питання, звичайно, в тому числі можна обговорювати на платформі. Це теж питання деокупації, зрозуміло. Але ми маємо розуміти, що ми робимо для того, щоб послідовно будувати тиск, а що ми робимо в контексті конкретних кроків з деоккупації? Оце потрібно кожному розуміти. Мы в эти дни вспоминаем 7-ю годовщину и, собственно, события 2014 года, когда в Крыму оккупанты провели этот незаконный референдум. На то время, если я не ошибаюсь, пане Павло, вы были послом Украины в Германии, правильно?
Так, я був послом в Німеччині. Да, скажите, как на то время в Германии воспринимались эти все события в Крыму? И как вы думаете, был ли шанс в 2014 году мировому сообществу противостоять агрессии России и остановить оккупацию полуострова? Пані Гульсум, скажу одразу, що сприймалося по-різному. І я з самого початку, ще коли це почалося, я ж, звичайно, побіг до німецького керівництва, до німецьких депутатів і кажу, ви ж дивитесь, що відбувається. І я відверто скажу, що були люди, які дійсно одразу перейнялися і включилися в історію, почали координувати позицію спільно з Сполученими Штатами, тобто, ну і канцлерка безпосередньо Ангела Меркель. А були люди навіть в німецькому Бундестагі, які мені казали, ну, Павло, що ти нам кажеш? Ну що, та за Росія ось що захоплює, да ми в це не віримо. Ну, як це може бути? Такі люди теж були, їх було теж чимало. Тому просто пояснити їм, що відбувається, це було насправді дуже непросто, а потім, коли вони побачили, вони кажуть, о, такого ніколи в житті не було. От насправді є інерція мислення, є і в Німеччині інерція 70-х років, коли була, пам'ятаєте, східна політика, і я ж всім кажу, ви ж не плутайте Брежнівське СРСР з путінською Росією. І це справді не одразу зайшло і не одразу всі зрозуміли. Я вважаю, що у наших друзів був момент, коли вони могли більш жорстко, більш солідарно тиснути на Росію. Тобто реально жорстко сказати, якщо ти, Путін, йдеш вперед, то тоді оці пекельні санкції реально, які Росію вирізають повністю. Не розмови, які тривали певний час і дозволили Путіну діяти достатньо швидко, а діяти в режимі реального часу. А от ця інерція мислення і дій, насправді, яка була у частини Заходу, вона, звичайно, сприяла тому, що у Путіна з'явився певний маневр. Тобто є різні підхід різних західних політиків. Тепер всі розуміють, майже всі розуміють сутність Росії. Але станом на 2014 рік це так не було. Ну а насколько действительно сейчас понимают? Ведь мы видим, что в вопросе выбора между экономических выгод и гуманитарных ценностей, к сожалению, Европа сегодня выбирает экономические выгоды. Или я делаю неправильный вывод? Ні, Гульсум, я б так не сказав, але є багато людей на Заході, які намагаються це збалансувати. І кажуть, так, Росія здійснила злочин в окупації частини України. Так, путінський режим з нами воює. Так, путінський режим має з нами фундаментальний конфлікт. Але давайте для того, щоб тримати якийсь елемент взаємодії з цим режимом, з точки зору нашої безпеки, давайте не обмежувати цими питаннями нашу взаємодію з Росією. І це дуже небезпечно, це лунає. Лунає постійно. І, слухайте, нам в цю історію потрібно вкладатися і пояснювати, що таке путінський режим. Ми не можемо комусь пояснити і потім сісти і сказати, ну окей, вони зрозуміли, тепер вони завжди за нас і будуть вкладатися. Це постійна історія, наша дипломатія, наша політика має бити в одну точку. Знаєте, як Франко казав, лупати цю скалу, щоб в результаті ми постійно пояснювали не тільки нашу політичну позицію, а нашу емоцію. Це реальна задача, поки не звільнимо і Крим, і Донбас, має бути постійною. І це, знаєте, це не тільки від розуму, це від серця має йти. Наші партнери скажуть, ну окей, вони змирилися. Що Росія намагається пояснити в ЄС? Ну, ці українці, вони щось кажуть, але от може вони змирилися, а от ми не змирилися, і ми це маємо постійно пояснювати кожному. Причому не тільки політикам, це людям. Це непроста задача, але маємо 100%. А каким образом это реализовывать? Вот мы в наших эфирах часто говорим о том, что Россия своими агрессивными действиями, она открыла ящик Пандоры. Россия сейчас с нигилизмом относится ко всему международному праву, даже в своей конституции закрепила свой закон выше международного права, да? А Россия
игнорирует все международные договоренности, меморандумы, декларации. Россия не выполняет решения международных судов и при всем при этом продолжает находиться в Совете Безопасности ООН и иметь право вето там. При том, что ООН после Второй мировой войны была организация, создана для сохранения мира и безопасности в мире. А там право вето имеет страна, которая, в принципе, подрывает эту безопасность. Как быть с этим? Можно ли хотя бы ее исключить и лишить этого права вето? Ну, ми ж над цим працюємо. Але Росія поставила всю систему міжнародного права до гори дригом. Ви маєте рацію. От ми, щоб реально юридично закріпити, що у нас є війна з Росією, ми маємо відповідно до статуту ООН прийняти рішення в рамках Ради безпеки. А там сидить Росія з правом вето. І фактично статут ООН суперечить сам собі. Але, на жаль, як дуже сумно жартує один з моїх добрих друзів, потрібна, каже, Третя світова, щоб реально провести реформу Ради безпеки. Це сумний жарт. Слухайте, я завжди намагався, щоб ми просували дискусію щодо реформи Ради безпеки ООН, але я вважаю, що сьогоднішній ООН вже не відповідає існуючим реаліям. І нам потрібно думати над чимось, що замінить ці реалії. Це дуже непроста дискусія, оскільки комусь, багатьом насправді, не хочеться вилізати з теплої ванни. А ми насправді відчули все на собі, на своїй шкірі, на тому, що наші хлопці і дівчата загинули на цій війні. Ми це розуміємо, і ми найкраще здатні пояснити це іншим. Насправді це дуже непроста дискусія, результат не буде сьогодні на завтра. А забрати право вето, ну, будемо сподіватися, що рішення міжнародних судів нам в цьому допоможе. Пане Павло, и последняя, вот только что появилась новость, я бы хотела, чтобы вы ее прокомментировали. Доллар и евро резко сегодня укрепился на московской бирже из-за усиления санкционных рисков. Рубль падает после того, как президент США Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США. Ну от слухайте, пані Гульсу, оце те, про що ми розмовляємо. Ви кажете, що Росія начебто самостійна, начебто незалежна. І от Байден щось каже, буквально 2 фрази, і все, і російські біржі падають. От це насправді каже, наскільки Росія вразлива до цих ризиків і санкцій. І ці санкції, я вважаю, що якщо їх застосовувати стратегічно, вони призведуть до зміни поведінки цієї Росії і до зміни тієї реальності, яка захопила владу в сьогоднішній Росії. Тому, звичайно, це не може бути сьогодні на завтра. Ми б хотіли, щоб це вже було. Але потрібно працювати з нашими друзями послідовно, щоб ми були обов'язково частиною цієї розмови, щоб це не було за нашою спиною чи через нашу голову. Ну, а для того потрібно справжнє партнерство і довіри. Повертаємось до першої частини про те, що ми з вами говорили. Дякую дуже, пане Павло. Чохсаголмас. Павло Клімкін був з нами на прямому зв'язку, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не пропустите. Корушкинч.
Ассаляму алейкум, харлық шамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджілері. Сейф АТР Қырымның сиясы яйында олмалы деген марафонны сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Невбетеке 30 даққа девамында Қырым ве Қырым етрафындаки сонки хаберлерні музакере етежекміз. Ен баштан яйынымызға Роман Спиридоновны бағлайық. Біздің мұхбиріміз біздерге заман информацион программаларына не ақында тариф етежеклеріні айтмаға азыр. Рома, ассаляму алейкум, бұйыр. Алейкум селям, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких новостях. Прокуратура РК открыла уголовное производство по факту незаконного задержания в оккупированном Крыму Владислава Есипенко, который был внештатным сотрудником Крым-Реалии. Его и жительницу Алушты Елизавету Павленко ФСБшники задержали 10 марта. У Павленко дома был обыск, у нее изъяли технику и личные вещи, а Есипенко оккупационный суд арестовал на 2 месяца. Оккупанты обвиняют его якобы в том, что он собирал информацию в интересах спецслужб Украины. И по законам жанра, конечно же, силовики обнаружили у него в машине взрывное устройство. В прокуратуре АРК действия оккупационных силовиков квалифицируют как незаконное лишение свободы. Санкция статьи за это предусматривает наказание ограничения или лишения свободы сроком на 5 лет. Задержание и арест Владислава Есипенко осудил президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай. Он расценил это как факт запугивания. Заявление в поддержку Есипенко озвучил и Национальный союз журналистов Украины. Освободить Есипенко потребовали и украинские правозащитники, среди которых Крымско-татарский ресурсный центр, Крымсос, объединение родственников политузников. В коллективном заявлении правозащитники обратились к представителям международных организаций с просьбой усилить давление на Россию для того, чтобы освободить всех политзаключенных. Они не исключают, что оккупанты могли пытать Есипенко для того, чтобы тот признал свою вину. Оккупанты устроили геноцид против крымских татар, и мир должен об этом знать. Десятки крымско-татарских активистов пикетировали российское посольство в Бельгии. Люди стояли с национальными флагами и плакатами, требуя прекратить геноцид крымских татар и репрессий против несогласных с оккупацией. А один из организаторов акции, Реза Асанов, говорит, хотели обратить внимание местных медиа на преступления оккупантов. Подробнее об этом в наших выпусках. Министр обороны Украины Андрей Таран пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе. Во время официального визита в эту страну Андрей Таран провел переговоры с государственным министром иностранных дел Такаши Ута. Он отметил, что среди задач Крымской платформы в том числе и безопасность, включая и безопасность мореплавания. Джо Байден считает Путина убийцей и пообещал, что тот заплатит. Президент США дал эксклюзивное интервью телеканалу ABC, и речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия, Байден не уточнил, но сегодня стало известно, что США ввели новые санкции против России, связанные с отравлением Алексея Навального. Власти ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут быть использованы в области химического оружия. В оккупированном Крыму зарегистрированы 55 новых случаев COVID-19, в Севастополе 33 и 7 человек скончались от последствий этой болезни. Это те новости, о которых мы будем рассказывать сегодня в наших выпусках. Для того, чтобы узнать больше, включайте наш канал, или точнее не переключайтесь с нашего канала, смотрите наши выпуски в 19:00 и в 21:00. Гульсом. Çok sağ ol Роман. Bu bizim muhbirimiz Роман Спиридонов еді Ньюзрумдан заман информацион программаларына сейретін сайғылар қадышлар. Мен ісе Қырым этрафында ве бүгін да юзберген меселелерін сізле лаф етмеге істейм. Генический район махкемесінде авантаж еді давасы бойынша бүгін махкеме отырышы девам еткен. Мәлім олғаны ки бұл дава этрафында уч Қырым татарыны қабатлайлар іште анда
ки бу процесслер ақында яйнымызға келнішімді адвокатны Марлен Бейні бағлайық. Обызлешімді жанлы бағда Марлен Жербинов. Марлен Бей, селям алейкум. Алейкум селям. Марлен Бей, біздерге тапсиятлы жетарифетіңіз өтфен бүгін авантаж еді махкеме давасы насыл өткерілді, бірде бір илерлемелер бар ма? Мүмкін olsa мен Украинca айтайын, çünkü daha da güzel anlasın bizim seyircilerimiz. Buyurunuz. Сьогодні в Вінницькому районному суді вже розпочато розгляд обвинувального акту щодо Ягяєва Левіра та Бултаїрова Сідумєра. Сьогодні прокурор оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Також сторонам надали можливість проголосити вступні промови, під час якої були запропоновані той порядок дослідження доказів. Стороною захисту під час цієї судової промови було чітко зазначено на ті порушення Кримінально-процесуального кодексу, які були допущені при завершенні досудового розслідування. Зокрема, це стосується відкриття матеріалів кримінального провадження. Але, на жаль, суддя до цих порушень не дослухалася і вирішила, що докази, які прокурором надаються, все ж таки будуть досліджені в судовому засіданні. Зі свого боку, також сторона захисту той порядок, який вона запропонувала, а саме це дослідити письмові докази, речові докази, а потім вже покази свідків, враховуючи те, що сьогодні в судовому засіданні жодного свідків не було. Однак з незрозумілих причин прокурором запропоновано спочатку допитати свідків, а потім вже всі інші докази. Ну і це, в принципі, стало причиною відкладення судового засідання аж на 21 травня цього року на 9 годину. Сізім фікіріңіз және не үшін чозалар, яда чозмайлар шымды бұл даваны не үшін 21 күнге қадар мына кечірділер майы сайына? Ну, я можу тільки здогадуватись щодо причини саме такого рішення. Однак я думаю, що або це намагання суду затягнути розгляд кримінального провадження, або це стосується з недавніми змінами у структурі прокуратури України, де були запроваджені окружні прокуратури, оскільки прокурор, яка сьогодні приймала участь у кримінальному провадженні, це не та прокурорка, яка була минулого разу. І, можливо, вона ще просто не знає матеріалів кримінального провадження і не орієнтується в них. Однак, якщо наступного разу в зв'язку з неявкою свідків судом буде запропоновано відкласти судове засідання, звісно, сторона захисту буде наполягати на тому, щоб все ж таки почати з дослідження письмових доказів і речових доказів для того, щоб розумні строки судового розгляду відповідно до міжнародних конвенцій були все ж таки дотримані. Nasıl düşünесіз bu davanın neticeleri sizin fikriniz ne olacak? Yani siz advokat olarak өзіңіздің қоршайлайıcılarını böyle bu davadan kurtarmak imkanları var mı? Ya da andaki işte hukuk koruyucu organlar temsilcileri gene de böyle kabahatlaf hukumunu çıkaracak. Ну, дійсно, у матеріалах кримінального провадження є досить багато недоліків, на які сторона захисту буде вказувати під час судового розгляду. На жаль, я вибачаюся, але на даний момент, враховуючи те, що це є тактикою судового розгляду, тактикою захисту, про деякі речі я казати не можу, для того, щоб не дати можливості, так скажімо, іншій стороні приймати якісь дії, які можуть нашкодити моїм підзахисним. Тому я дійсно сподіваюся, там є порушення, ми на них будемо вказувати, і ці порушення є досить суттєвими, які в свою чергу призводять до недопустимості доказів. Більш того, ми вважаємо, що взагалі в діях моїх підзахисних немає складу злочину, і в принципі я готовий буду
Говорити про це лише після того, як ці обставини, ці докази вже будуть досліджені судом, щоб не нашкодити позиції захисту. Ама шуны сұрайжақ едім. Демек, біздің Қырым татарларына іште бұл авантаж еді станциясыны бөле Қамачав алғанында қабатлайлар, ама бұл ойлесіне олмады. Яғни бұл Қамачавға алғанларының себебі олды. Чүнки Қырым татарлар, демек, бұл Скринецкая деген қадынның айтқан сөздеріне бөле бір қаршылығына білдіріп, протесто акциясыны тешкелеттілер ки бұл Скринецкая деген қадын іште Қырым татарларыны кене сүргін етмек керек, яқшыда Сталин сызны бір вақытлар сүргін етті деген бөле олмайжақ шығышларда бұлыны бөле жүмлелеріні ифаде еткен еді. Бұл қадынға қаршы шымды дава açmaq имканы бар ма бөле ырқчылық мейданға кетірген себебінден? Ну, скажу так, що щодо тих дій, які були вчинені гражданкою Скринецької, то тут відкрито інше кримінальне провадження, яке знаходиться, якщо я не помиляюсь, у провадженні Служби безпеки України. Наскільки мені відомо з моїх джерел, жодних дій щодо розслідування цього кримінального провадження не вчиняється, оскільки там, я так розумію, що треба призначати і проводити деякі лінгвістичні експертизи для того, щоб надати оцінку тим висловам, які вона зробила. На жаль, до нашого кримінального провадження, я маю на увазі там, де я захищаю Яєва та Абдултаєрова, напряму, тобто ці обставини впливу не мають. На жаль, так, ми будемо про них говорити, ми будемо говорити про мотиви того мітингу. Я не називаю ті дії блокуванням чи якимись іншими злочинами. Це був звичайний, я так скажу, мітинг, громадський протест, такий, як будь-який інший протест, на який громадяни України мають право. Тому я думаю, що в даному випадку дії моїх підзахисних неправильно інтерпретовані органами правопорядку, тому в даному випадку нам залишається лише в судовому засіданні доводити невинуватість цих осіб. Що стосується пані Скринецької, я думаю, що ваш канал спостерігають і правоохоронні органи, тому закликаю їх вжити заходів щодо розслідування того кримінального провадження, порушеного за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Çok sağ olunuz Marlen Bey, bizle bağlanıp tavsiyatlı suallarımızga cevap bergeniz için. Advokat Marlen Jerbinov bizle canlı bağda edi. İşte Ukrayna qıtasının Janubiy bölüğünde o'tkarilgan Qrim tatarlarına qarşı boyli davalar haqında muzokara ettik. Kelinishimda ishg'ol etilgan Qrimda o'tkarilgan Qrim tatarlarına qarşı davalar haqında laf etayik ve Qrim ishg'olining 7. yılı devamında neler yapıla, bu yapılganlarını Qrimda bizim semirdeşlerimiz is etemi? Зайрага Смедлянин лaf eteyik, muzokara eteyik. Qurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zahir Smedля bizle canlı bağda. Zahirga selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah'a şükürler. Dayanamız. Zahirga demek 7 yıl evvelsi bu günleri işgal etilgen Qrimda bu sözde referendum o'tkarildi ve endi yarın yani 18 Mart günü Putin Qrimning işte sanki Rusiyaga böyle qo'shilmasi haqida ferman imzolay. 7 yıl geçti. Bu 7 yıl içerisinde sizin fikrinizce ne denişti? Ne kadar çok biz Qrimning qaytarılığı yönelişinde faaliyetler alıp bardık? Neni da yapalmadık, neni da yapmalımız? Birinchidan bu 7 yılın arasında asıl da demek bizim halkımızda ve başka Qrimda yaşayan sakinlerge de asıl hükümet tarafından bir yaxşılık görünmedi. Yaxşılık baylaşkan kimseler var, devlet işte çalışanları, polis kadimleri, başka gizli hizmetlerde kadiler. Bunlar evet zenginleşti. Şu zamanda başka adamlar ziyade zayıf olarak
gelmeye başladılar ve onların masalı sanki Rusya'ya koşulsa Kırım adamlar bay yaşayacak, mutlu yaşayacak bu masalı demek sonları gelmeye başlayı, fiyatlar bir arta, aylıklar bir düşe ve çok olan problemler, yani problemler koşullar. Bunların arasında susuzluk, bu yemek fiyatları arta, vergiler arta, bir arta ve daha koşulacak. O sebebinden demek bir taraftan elbet bunda Kırım sakinleri ne olğanı Rusya kokusun yaxşı etibən duyma başladılar. Bu taraftan... Yani bu 16 Mart günü barıp Rusya'ya elbette 99.9 Kırım Tatarlarının faizi bu referendumda, sözde referendumda iştirak etmedi. Ama anda olan bu Kazaklar referendumga barganlarının sizce ne kadar faizi peşman oldu bu yapkan hareketleri sebebinden? Aslında bu referendumda 30%'den bir parça ziyade insan koşulganı. Kalganı bu rakamlar kağıtta yazılan şeyler. Ne için degende eğer onlarda her şey açık olsa bu bütün rakamları kim kaysı bölgelerde nasıl iştirak etse bu demek neticelerini açıklar eder. Ama öyle neticeler asıl da olmadı. Neden sebep? Sözden bizim test участkalarında nerede bizim vatandaşlarımız sayısı çok olan yerlerinde demek %80 faiz olan yerlerde %90 olan yerlerinde ve bir iki tane bizim Kırım Tatar demek adaşıp ya prinsipiyel şekilde koşulgan soyu olan yerinde ve çokluk bizim semendeşlerimiz katılmagan yerinde bunlar konseptler 80-90 faiz faalcilikin bu yalan olğanı evet duyulacak. O sebebinden bunlar dediler Kırım boyunca bu kadar, region boyunca bu kadar. Ahyar ilahi başka bir rakamlarını korsatmayacak. Onun için demek ki başka sakinlerde çok faal iştirak ettiler bu referandumda yanlış. Endi 7 yıl geçti Zayrağa ve bu 7 yıl içerisinde sizin fikrinizce Kırım kaytarılığı yönelişinde yeterli mi hareketler yapıldı Ukrayna hükümeti tarafından veya şimdi 7 yıldan sonra Kırımlılar, Kırım Tatarlarında bulunganlar Ukrayna hükümetinden nasıl bir hareketlerini beklemekte? Bilesiniz, birinciden biz geçen Cumhurbaşkanı'ndan da bayağı kişilerini bekledik. Bu Cumhurbaşkanı'ndan evet bilmiyoruz nasıl olacağını. Yeterli davranış olmadı deyip mümkün demeye ve buna sonra vesikalar kabul edilir. Ama bu yerde de buna eğer 1991 senede Kırım statüsü hakkında konuşkan zamanında bu yerde Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti tasdiklan olsa bugünkü vaziyet Kırım'da olmaz idi. Ama olmadı ve bizne daima korkunçlu bir ne deyip Ukraynaçılarını korkuzar ediler, başkalarını korkuzar ediler. Devlet siyasetleri. Bugün de yazıklar olsun ama çok sonra bizim hak hukuklarımız yerine geldiğinden korkanlar. Eğer biz Muhtar Cumhuriyeti'ni kazansak demek biz Türkiye'ye gideceğiz, başka bir yere gideceğiz. Öyle yalanlar, öyle fikirler. Hali geç Ukrayna'da yaşay ve akılda yerden
еленмеді. Ama bunun birlikte mi biz Mustafa Ganyan geçken sefer yayınımızda bağlangan edik. Onun aytkanına göre Ukrayna hükümetinin şimdi bu tamır halklar ile bağlı sadece tamır halklar ile bağlı kanun loyihasının parlamentoga kirsetmesinin ihtimali çok yüksek dep aytты. Eğer avtonomiya meselesinden biraz ağırca olsa tamır halklar kanun loyihasının buna kabul edileceğinden emin olganını bildirdi bizim yayınımızda. Bu bile olsa bu endi yaxşı böyle bir pozitif hareketlerden biri olacaktır. Bunun beraberlikte siz de aytıp geçtiniz. Demek geçenlere Ukrayna'nın bu Kırım kaytarılığı boyunca stratejiyani kabul etti. Bu mesele etrafında Kırım Tatarlar ne ayta? Yani buna bir işanç beslerler mi şimdi? Bu umut gibi böyle oldu mu ya da yok? Bilirsiniz, çok şeylerine yazıklar olsun. Bu yerde olup ben açıklamağa. Ben anlayayım. Yok, kımer şeylerini ben bozuk fikrim aytar edim. Başkalarını da aytar edim. Ama yazıklar olsun. Kımer şeylerinde ya da ezop tilinden aytmak mecbursun ya da cevabını vermemek. O sebepten bu mesele boyunca biraz sükunetini saklayık öyle olsam, Nazayir ağa, bunun beraberlikte su meselesi kerginleşmege devam etti. İşgal etilgen Kırım'da ki biz her gün böyle haberlerini alamız. De bir su anbarı kurudu, de bir gol kurudu, de su yetişmeyi bir yerlerde insanlar sadece günde 2-3 saat dep suvunu koreler, diğerleri korseler bile bu su endi kirli kele musluklardan degen haberlerini alamız. Su bile vaziyetini siz nasıl kıymet kesesiniz? Hakikaten mi öyle zor şimdi suvun vaziyet ve gelecekte öyle olsa yazın bile ne olacak? Çünkü turistler de benim anlağanıma göre gelmeye başlayacak. Elbette su vaziyeti bir erkinleşe ve onun kabahatli kimler? Bugün Kırım'ın rehberleri. Ve onlar bugün rehberlikten gayrı başka biznesle uğraşanlar kuruculuk. Yani birisi olsun, ikincisi olsun hepsinin firması var. Kuruculuk, bardür yapanlar, bardür hepsilerden genişletme mecbur ettirirler. Ve bakınız, şimdi Ahyar'da nüfusu 2 defa arttı desem yanlış değildir. Kırım merkezi payitahtında Ahmetçik'te de bayağı yana evler kuruldu ve bu bütün evlerge adamlar geliyorlar, su içerler ve başka şeylerinde yumağa su masraf ederler. 1 milyona yakın yanı insan geldi. Biz Kırım'a kayıtkan zamanda bizge her zaman aytaydı. Крым не резиновый, Крым перенаселенный, продуктов не хватит, воды не хватит. Bu mutlak başkalarını getirelim için ve susuzluk problemini bir taraftan yapkan zamanda ikinci taraftan öyle bir vaziyetin yapmaya bizim tamamımız kalktıkta onda yaşayanlar mecbur olsun diye Kırım'ı terk edip başka yerlere gitmedi. Rusya olsun, Ukrayna olsun, Türkiye olsun, Romanya olsun. Ama kayda olsun, gitsen git, tek Kırım'dan vazgeç. Bir taraftan bu Katerina siyaseti Kırımski Tatar Ali bu devam etti ve onların yapkan hareketler orman çağır özenlerin bir taraftan ikinci tarafa bırakı ondan sonra tam ters bu artizyan ambarlardan yer astından skvajinalardan sunu çıkarıp onu sözden Titan'ga Armen bu zavoduna, kumana başka yerlerge harbi çok askerler yaşayan yerlerde kumana ve bugün başka birine Kırım ona keşke etti.
Ondan soң susuzlukқа ұғыраған еді. Бұл орошаемое земледелие. Неден орошает? Жер түбінден içilген сумен. Душманлық деп саймаға. О да бір зұлымлық. Ondan gayrı bu taş, çakıl, kum, bu Stavrida yolun kuramlar, başka bir yolların kuramlar, ondan bu kişilerin kullanıyorlar. Yollarını çıkargan vakitte patlatıp bu taşlarını patlatamar. Bilemiz, bu dağlar var, suyun akkumulировать toplap, demek yer aslında doldurada işte. Bugün mahsus böyle hareketler evet Kırım'ın tabiatın zayıf hale getirecek. Fakat Kırım sanatoriy olarak başka bir şey gerek yok. Onların birinci maksadı Крым непотопляемый авианосец без всяких там мирных жителей. Bütün yerde askerler olmak gerek ve demek başka bir kimse gerekmiyor. Bunda Rusya'dan getirgen bu yaş korantaların nelerini onun ikinci maksadı terk etip gitsek onlar bizim yerine gelip son dünyanı böyle bir alga getirip yaxşı biz razımız keliniz endi kanun boyunca bir uygun olarak bütün şey yaxşı temiz referandum yapayıp Kırım Tatarlar olmasa, başkanlar olmasa yani sakinler Rusya'dan gelip onlar ne diyecekler? Evet, onlarınki olsun diye. Onun için bu bütün vaziyet bir maksadın bizden Kırım vazgeçmek gerek ve biz de Kırım'dan vazgeçmek gerekmez. Onlar indi özüne gerek. Ama bu maksatlarga erişip olamazlar biz bunu sizden. İnşallah ben eminim ben tekrardan bizim Tamırın hakkımız var. Kendi devletçiliğimizde ve inşallah olur. Çok sağ olun Zahiraga. Bu suallerimizge böyle teferruatlı şekilde cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Zahir Ismailov, Kurultay Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi bizle canlı bağda edi. Saygılı arkadaşlar, men sizden sağlıklaşmayayım. Sadece görüşkence dep aytam. Birkaç saniyeden sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam eti. ATR ile olunuz. Görüşkence. Це кадри затримання уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Його разом із жителькою Алушти Єлизаветою Павленко в окупованому Криму ФСБівці затримали наступного дня після їх участі в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня в Сімферополі. Після затримання Єсипенка вивезли у невідомому напрямку. Лише 12 березня стало відомо, що окупаційний суд Сімферополя поспіхом виніс ухвалу про взяття під варту чоловіка на 2 місяці. Йому закидають незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї, а також незаконне виготовлення боєприпасів. А вчора російське ФСБ заявило, що Єсипенко за завданням української розвідки нібито збирав інформацію про місця масового перебування людей. В СБУ назвали затримання Єсипенка фоном, який ФСБ створює для нібито святкування роковин окупації Криму. Інформація ФСБ Російської Федерації щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої Автономної Республіки Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого Російською Федерацією неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики.
Владислав Єсипенко виявився журналістом-фрілансером «Крим-Реалії». Ця діяльність могла стати справжньою причиною затримання Єсипенка, вважає президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Джеймі Флай. У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера Української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг воз'єднатися із сім'єю. Правозахисники також закликали Росію звільнити Владислава Єсипенка, а міжнародні організації та уряди демократичних держав посилити тиск на окупанта. У своїй заяві правозахисники припускають застосування до чоловіка фізичного та психологічного насильства. Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо політично мотивоване затримання Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Криму у зв'язку з його громадянською позицією та вимагаємо від влади Російської Федерації негайно звільнити Владислава Єсипенка та всіх політичних в'язнів, які утримуються в місцях несвободи на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або Російської Федерації, припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією та висловлення своїх поглядів, негайно припинити використання кримінального законодавства Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Через тиск ФСБівців Владислав Єсипенко вже 2 рази відмовлявся від послуг адвокатів. Спочатку від Еміля Курбєдінова, з яким дружина Єсипенка Катерина уклала угоду, тепер від Олексія Ладіна. Считаю, что сотрудники СИЗО совершили как должностное преступление, и они вообще не имели права каким-то образом вмешиваться в адвокатскую деятельность, брать какие-то процессуальные документы по уголовному делу. Я уверен, что на него оказывается психологическое, возможно, и физическое давление для того, чтобы выбить нужные показания. Насколько мне известно, до этого примерно такая же история была и в отношении моего коллеги Эмиля Курбетинова. Наразі прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом затримання Владислава Єсипенка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування здійснюватиме управління Нацполіції України в Автономній Республіці Крим та Севастополі. Владислав Стожук, Єнісій Томєрова, Заман, АТР. Окупанти влаштували геноцид проти кримських татар, і світ має про це знати. Десятки кримсько-татарських активістів пікетували російське посольство в Бельгії. Люди стояли з національними прапорами та плакатами, вимагаючи припинити геноцид кримських татар та репресії проти незгодних з окупацією. Один з організаторів акції, Різа Асанов, каже, хотіли звернути увагу місцевих медіа на злочини окупантів. Мы здесь по четвергам чебуреки не жарим и «Гузель Крым» не поем. Мы лучше это время уделим каким-нибудь другим вещам, типа акции протеста, типа поговорить с депутатами или с руководителями тех или иных городов о том, что реально происходит в Крыму, о том, что Россия не друг и даже им не друг, о том, что сейчас идет полномасштабный геноцид крымских татар в Крыму. Судове засідання знову перенесли. У Генічеському районному суді мали розглянути справу проти Ділявєра Ягяєва та Сейтуміра Абдултоїрова, яких звинувачують у блокуванні роботи автозаправки «Авантаж-7». Але на сьогоднішньому засіданні суд лише визначив черговість вивчення та надання доказів. Представник автозаправки, яка нібито зазнала збитків, у якості відшкодування вимагає від обвинувачених кримських татар 31 тисячу гривень. Щоб залучити свідків сторони обвинувачення, засідання перенесли на 21 травня. За словами адвоката Марліна Джербінова, на початку розгляду справи було зроблено багато помилок, але суддя на це не звертає уваги.
Ті порушення при відкритті матеріалів досудового розслідування, які були допущені стороною обвинувачення, також судом не були прийняті до уваги. На жаль, тому суд все ж таки вирішив прийняти ті докази, які будуть надані обвинуваченням, і досліджувати їх. Однак ми здаватися не збираємось. На кожен доказ у нас є свій аргумент, свій контрдоказ, тому будемо сподіватися, що суд все ж таки почує сторону захисту і прийме законне обґрунтоване рішення щодо обвинувачених. Десятки кримських татар із національними прапорами зібралися для того, щоб підтримати затриманих, але через карантинні обмеження до зали суду пустили лише учасників справи. 5 березня минулого року жителі Генічеського району та учасники громадянського об'єднання «Аскер» пікетували місцеву АЗС «Гавантаж-7». Людей обурило безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи керівниці станції Надії Скринецької у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалась щодо кримських татар. Вона заявила, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. Сама Скринецька тоді не захотіла говорити з протестувальниками і замкнулася в автівці. На місце подій приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. Тепер їм загрожує 6 років позбавлення волі. При цьому дії та дописи Скринецької не розглядаються. Російський броньовик виїхав на зустрічну смугу, розчавив малолітражку та притиснув буса. Сталося це на трасі Ялта-Севастополь. В районі Великої Ялти колона російських броньовиків «Тигр» в супроводі окупаційних поліціянтів мчала зустрічною смугою, де й натрапила на ДЕУ «Матіз». Весь передок автівки зім'яло, її відкинуло до відбійника. Дісталося й «Газелі», яка рухалася своєю смугою. Водій та пасажир легковика з травмами внутрішніх органів ушпиталені. Бронетехніка окупаційних військ не постраждала. Там, видимо, внутренние органы повреждены. Внутренние повреждены. Всем привет, вы на канале. Пригледіли землю для будівництва і виганяють людей на вулицю. В Сімферополі готуються знести ринок на Залізькій. Окупанти називають його незаконною забудовою та вже попередили співробітників про демонтаж їх бутиків. Обурені працівники кажуть, завжди вчасно платили податки та мають усі дозволи. Впевнені, що тут невдовзі почнуть зводити багатоповерхівку, але дехто сподівається на Путіна. По закону у нас огнетушители. И огнетушители, кондиционеры, у нас маркировка, промаркированные вещи у нас. Мы все делаем по закону, продавцы оформлены, у нас все по закону. И договора мы продлеваем, и медицинские карточки у продавцов есть, у нас все есть. Что, какой самострой, оказывается, столько лет мы работали, и самострой как-то удивительно даже. Я вообще не понимаю, что я буду делать, потому что у меня заработок тут всего, если вычесть все налоги, у меня получается, что я зарабатываю 4 тысячи в месяц всего. Все чего-то добиваются, скажут, Путину будут писать. Один только Путин нас защитит. Кому обращаться? Поблизу Ялти в селі Паркове вирубують червонокнижні дерева. Наразі йдеться щонайменше про 1,5 десятки фісташок та рідкісних дубів. Відомо, що ділянки в зеленій зоні виділені під будівництво кафе та приватного будинку, але ім'я власника поки невідоме. Владислав Сужук, Заман, АТР. Український військовий отримав бойове травмування поблизу Водяного на Приазов'ї. Там окупанти били з мінометів 82-го калібру, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Травмованого бійця терміново ушпиталили. Його стан задовільний, доповідають у штабі операції. Тими ж забороненими мінометами ворог обстріляв наші позиції на околицях Південного, а біля Гнутового та Лаківки, Павлополя, Лебединського та Авдіївки окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. А за даними розвідки, окупанти підсилюють свої підрозділи на лінії фронту. Очікують наступу Збройних сил України.
Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17 та 18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» має бути в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу. atr.ua – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Там ваша подписка поможет нам продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Начнем наш эфир с такого информационного сообщения. Сегодня министр обороны Украины Андрей Таран во время своего официального визита в Японию провел переговоры с государственным министром иностранных дел Такаши Ото, во время которого пригласил официальный Токио присоединиться к Крымской платформе. Давайте послушаем министра обороны. Оскільки Україна та Японія мають схожі геополітичні проблеми, то для обох держав є нагальним питання територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів. Ми пропонуємо активізувати взаємодію для гарантування національних інтересів та безпеки двох держав. Це надасть нового імпульсу двосторонньому політичному та військово-політичному співробітництву України та Японії. К нашему эфиру сейчас присоединяется Тарас Загородний, политолог, керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Как вы думаете, насколько участие Японии в Крымской платформе может помочь нам и будет эффективно в вопросе деоккупации Крыма? Ну, понятно, что сама Япония слишком далека от театра военных действий и оккупированного Крыма, но как участник G7 ее участие было бы символическим, но важным в любом случае. И формирование такого внешнеполитического фронта давления на Российскую Федерацию показывает ей, что Украина не забыла о Крыме, как бы они ни хотели, это раз. Второе, что мы формируем внешнеполитический контур, который позволяет оказывать в том числе дипломатическое давление на Российскую Федерацию. То есть показываем, что те участники, которые будут принимать участие в Крымской платформе, тоже не собираются выносить, как хочет Российская Федерация, тему Крыма за скобки. Как они любят говорят, вопрос с Крымом решен. Нет, не решен. Чем шире будет круг стран, развитых в первую очередь стран наших союзников, тем будет лучше для Украины. Я бы хотел видеть как можно более широкий спектр стран, которые там присутствуют, в первую очередь европейских. В идеале это, конечно же, американская сторона, для того, чтобы мы подчеркнули, что стратегия деоккупации Крыма у нас есть. Крым — это Украина, и мы будем активно проявлять активность и выстраивать такой же союзнический фронт против оккупации Крыма, как это было всегда. Ну, хоть и Япония территориально, географически от нас далека, но она, мне кажется, должна понимать нашу проблематику очень хорошо, учитывая, что у нее тоже есть территориальный спор с Россией с 1946 года. Речь идет о Курильских островах. Конечно же, этот спор для них является тоже принципиальным. Они никогда тоже об этом не забывают, несмотря на то, что прошло уже очень много лет с конца Второй мировой войны. И в этом случае появление Японии и других стран было бы в любом случае нам в плюс. В идеале это, конечно, чтобы все страны G7, в первую очередь G7, принимали участие в Крымской платформе, а также союзники Соединенных Штатов Америки, которые бы захотели присоединиться. Потому что Япония, несмотря на то, что она не является, например, членом НАТО, но она является союзником Соединенных Штатов Америки. Чем шире фронт, тем лучше для нас. Давайте еще подключим к нашей бесіді Андрія Тетерука, командира добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУ-МВС України, народний депутат України 8-го скликання. Пане Андрію, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечора.
Министр обороны Украины пригласил принять участие официально и Токио в Крымской платформе. Ну, Япония – это топ-страна. Это G20, это G7, это такой азиатский монстр и стратегический партнер Соединенных Штатов Америки. Присутствие Японии на Крымской платформе будет, я так понимаю, иметь довольно хорошее имиджевое наполнение. Согласны ли вы? Я погоджуюсь з тим, що Японія, вона є гравцем великої геополітичної гри. І, безумовно, потужна економіка, потужна спроможність цієї країни впливати на прийняття рішень буде на користь нашій державі, якщо ми правильно сформуємо і наповнимо порядок денний цієї кримської платформи, щоб зовнішня форма не була спотворена внутрішнім змістом, на мій погляд. І якщо наші чиновники належним чином будуть готові пропонувати якісний порядок денний, який зможуть підтримати ті гравці, які будуть до нас приєднуватись, я переконаний, що ми зможемо тиснути на Російську Федерацію таким чином, щоб ця окупація, врешті-решт, мала термін завершення. Пане Тарасе, а как вы думаете, какие вопросы нужно поднимать в рамках Крымской платформы и реально ли разработать некий новый механизм давления на Россию, возможно, новый какой-то санкционный механизм? Ну, смотрите, уже все те санкции, которые западные страны готовы были ввести, они ввели в отношении Крыма. К сожалению, они были недостаточными. Мы помним историю, что в 2014 году не так серьезно отнеслись и страны, и западные, и Соединенные Штаты, и ЕС вообще к оккупации Крыма. Реакция была достаточно мягкая, давайте будем откровенны. Реальные санкции, которые были введены против Российской Федерации, это после начала развязания войны на Донбассе, это раз. И второе, особенно таким спусковым крючком был, к сожалению, падение малазийского Боинга. Поэтому в этой связи, конечно же, Украина может требовать усиления санкционного давления в отношении Российской Федерации. Это в долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде что может сделать что может делать Украина? Это, конечно, поднимать вопрос репрессий, в первую очередь против крымских татар, которые сейчас активно проходят в оккупированном Крыму. Защита лиц, которые незаконно депортируются с территории Российской Федерации, точнее с Крыма на материковую Россию. Требовать выполнения Женевской конвенции от 1949 года относительно оккупированных территорий. Это, например, запрет на призыв в армию людей с территории, которую оккупирует страна. Это первое. Второе. Запрет на замещение населения, которое сейчас активно происходит в Крыму, когда завозятся с материка люди и де-факто вытесняются те люди, которые жили на территории Крыма. Это в краткосрочном периоде мы можем требовать. Также среди инструментов, которые активно уже применялись, требовать туда введения миссии ОБСЕ. И дальше уже смотреть по реакции западных стран, насколько они готовы идти, потому что, давайте будем откровенны, не все готовы идти на обострение отношений с Российской Федерацией. В первую очередь это относится к европейским странам. Но мы должны понимать, что без наших усилий, без нашего давления ничего происходить не будет, потому что это наша территория, это наши граждане, и по-другому быть не может. Потому что если это нам не нужно будет, то и западным странам это тоже не нужно будет, потому что это наша страна. Пане Андрею, а вы как считаете, вот мы вчера вспоминали так называемый референдум в Крыму, который провели 7 лет назад, и уже завтра, 2014 года, Путин подписал тогда, помните, вот этот гнусный указ о присоединении Крыма к России. Вот на протяжении последних 7 лет достаточно ли сделала Украина в направлении деоккупации полуострова? Если нет, то почему? Ну, називати референдумом легалізацію злочинної агресії Російської Федерації проти України, це було б неправильно насамперед з юридичної точки зору. Тут я погоджуюсь дещо з тезою, що Україна мала б зробити більше, але і давайте розуміти інерцію в геополітиці. Тут я погоджуюсь з Тарасом, що якщо ми
не будемо самі бути провідниками боротьби проти російської агресії, то за нас, наше домашнє завдання, нашу обов'язкову базову роботу ніхто виконувати не буде. Давайте згадаємо, що за останні 30 років Російську Федерацію пробачили, майже можемо сказати, за агресію проти великої кількості країн, з якими вона межує. Від Придністров'я, Північна Осетія, всюди, окрім України. Саме на Україні Росія обламала зуби, можемо сказати. Ми стали тою кісткою в горлі, яку зараз вони ані витягнути, ані проковтнути не можуть. Тому від нас тепер залежить, щоб вся ця окупація, вся ця агресія була якнайшвидше завершена. Що ми маємо робити? Насамперед, це використовувати міжнародне право як основний інструментарій сучасних демократичних країн. І тут питання навіть не стільки в тому, чи готові інші країни поступати своїми економічними інтересами. Це питання насамперед виживання цивілізованого світу, тому що Російська Федерація зараз несе загрозу всім провідним демократичним країнам. Ми бачимо їх потужне втручання у виборчі процеси і такі, як, наприклад, в Великобританії був Брексит, двічі система виборів в Сполучених Штатах, отруєння з хімічною зброєю. І там, коли ми згадуємо вище перелічені агресії проти інших країн, і там не було жодних санкцій, скажімо, окрім висловлення, скажімо, стурбування, да? То зараз за допомогою чіткої послідовної позиції України на Російську Федерацію за окупацію Криму, за те, що вони розв'язали війну, накладаються дедалі більші санкції. Ба більше, тими злочинами, які вони продовжують чиняти проти інших громадян, інших держав і громадян своїх країн, я маю на увазі зараз останню спробу отруєння працівниками ФСБ Олексія Навального, Сполучені Штати ввели зараз попереджувальні санкції, які через 3 місяці будуть значно і потужніше посилені, тому що Російська Федерація використовує заборонену хімічну зброю. Це абсолютно цікава, унікальна ситуація, яку ми не маємо права погавити, і маємо, скажімо, мультиплікувати її своїми зрозумілими, чіткими, послідовними діями, щоб примусити Російську Федерацію платити дедалі більше за цю агресію. Тому що та мілітаризація півострова Крим, вона насправді несе загрозу не тільки самому півострову, не тільки території України. Вона несе загрозу всьому великому регіону і всьому світу в цілому, тому що ми розуміємо, що розміщення там ядерної зброї є небезпекою, посиленням небезпеки. І тому щодо Росії не може бути толерантного або вічливого, як вони там хотіли би, ставлення. Ми маємо з ними вести абсолютно жорстко, так як того передбачає міжнародне право. Ми не то, що шукаємо варіанти порозуміння. Ми насправді примушуємо їх дослухатися до тих встановлених правил гри, які саме Російською Федерацією були порушені. І після того, як буде відновлено суверенітет нашої держави, а Російську Федерацію примушено заплатити за таке знущання, скажімо, і вчинення військових і кримінальних злочинів, має бути переписаний той міжнародний договір безпеки, який був порушений Російською Федерацією після закінчення Другої світової війни. До цього має бути готова як Україна, в контексті не тільки Кримської платформи, але й всі наші країни-союзники, які розуміють, що таке запускати ці процеси навмання і потім отримувати абсолютно неконтрольовані наслідки у вигляді не тільки хаосу, але й дедалі все більшої агресії. Вот еще что. Вы знаете, что Украина сейчас, украинские власти взялись за Харьковские соглашения, и сегодня в Верховной Раде зарегистрировали уже проект закона о денонсации этих Харьковских соглашений. По данным сайта парламента, документ зарегистрировали 2 народных депутатов от «Слуги народа». Давайте послушаем цитату. Угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України підписано 21 квітня 2010 року в місті Харкові і ратифіковано Верховною Радою України 27 квітня 2010 денонсувати.
Украинские чиновники и депутаты, которые участвовали в подготовке Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюск. Ключове, що в заяві прозвучало і, власне, в дорученні РНБО, що слід перевірити дії посадових осіб взагалі. Тобто не тільки депутатів, а й тих, хто готував харківські угоди, візував їх, погоджував. Це питання службовців виконавчої влади, Кабміну, а також адміністрації президента того часу. Це, мені здається, реальніше залучення до відповідальності, в тому числі і до кримінальної, ніж народних депутатів. Пане Тарасе, как вы считаете, почему именно сейчас взялись за Харьковские соглашения? Ну, я скептически отношусь к такой проявлению активности в направлении Харьковских соглашений. Во-первых, сроки давности и следствия, и суда уже прошли. И даже если будет какое-то следствие, оно закончится ничем. Это раз. Второе. Знаете, это мы сейчас смотрим на Харьковские соглашения, опять же, знаете, с 2021 года. В 2010 году люди, которые готовили это, если даже в исполнительной власти это происходило, они, сложно будет доказать злой умысел. Да? То есть им поставили задачу подготовить, они подготовили. То есть тут никаких криминальных таких следствий там, ну, я не вижу, к сожалению, и доказать что-то вообще невозможно. Также невозможно будет привлечь народных депутатов к уголовной ответственности. Ну, во-первых, у нас 80-ю статью Конституции никто не отменял. Народные депутаты не несут ответственности за свое голосование. Это, в принципе, есть принципом демократии. Это раз. И второе, депутаты в то время имели полную депутатскую неприкосновенность. Да? И любая попытка их каким-либо образом привлечь к криминальной ответственности, я считаю, что это фейковое. Скажите, а где вот эта грань между государственной ответственностью и политическим решением? Ведь можно принять любое решение Верховной Ради Украины, а потом сказать, ну у нас индемнитет, извините, мы же не знали, что так получится, ну мы же не знали, что оккупируют Крым. Ну, смотрите, партия регионов понесла политическую, в первую очередь, ответственность. Ее сейчас нет на территории, ее вообще не было, ну, нет как на политической карте. В 2010 году, знаете, только сумасшедший мог предположить, что действительность Российской Федерации вообще будет думать на оккупировать украинскую территорию. Вообще никто не мог предположить, что будет война. Я не являюсь адвокатом тех людей, которые это делали. Конечно же, умысел был. Было желание угодить в первую очередь Российской Федерации. К сожалению, мы были вынуждены расплачиваться за эти политические ошибки и желание понравиться Москве, и аннексией Крыма, и жертвами, и войной на Донбассе. Вот. Но задним числом будет сложно кого-то привлечь к ответственности. Мы уже вынесли уроки с того, что было сделано. И, к сожалению, эти уроки мы за это платим, в том числе за политику тогдашней партии регионов и Виктора Януковича лично. Платим, к сожалению, жизнями наших людей и в Крыму, и на Донбассе. Пане Андрей, а вы как думаете, можно ли привлечь народных депутатов, которые тогда ратифицировали Харьковские соглашения, к уголовной ответственности? Ну, тут дійсно немає про що говорити, тому що у нас є пряма норма Конституції, яка захищає політичну позицію кожного народного депутата. І якщо у нас зараз буде створено прецедент, що за це будуть притягати до кримінальної відповідальності, це, власне, буде зруйновано саму засаду існування України як парламентсько-президентської республіки. Безумовно, це буде тією самою спробою Зеленського мати безпосередньо таку узурпацію влади, яку він почав робити, коли в незаконний спосіб розпустив парламент 8-го скликання. Це кожне таке рішення матиме для нього, звичайно, наслідки. А для України в цілому помилки такого рівня будуть мати наслідки так само для кожного з нас. Ми насамперед маємо зробити висновки, що будь-яка співпраця, будь-яке задоволення інтересів Російської Федерації в економічній, політичній площині несе загрозу для нашої держави.
І це треба усвідомлювати. І тут я погоджуюсь, що якщо в 2010 році народні депутати ще не могли передбачити, що Російська Федерація почне військову агресію проти нашої держави, то станом на сьогодні, після 7 років відвертої агресії, підтримувати ті самі наміри тих самих політиків, які продовжують сповідувати політичний напрямок співпраці і воз'єднання з Російською Федерацією, це вже насамперед моральний злочин тих українців, які продовжують перебувати на території нашої держави. Тобто це абсолютно свідоме наражання себе на подальші помилки і на подальшу небезпеку. Я думаю, що, скоріше за все, це рішення насамперед несе, знаєте, моральну складову такого, знаєте, йду на ви, що Зеленський намагається намацати той шлях дії, який би доводив, що він здатен приймати якісь рішення. Насамперед, вони не мають пролонгованих наслідків. Ми бачимо, що ті накладені санкції і все, що воно зараз робиться, воно якось не доводиться до логічного кінця. Якщо людину, я маю на увазі, обвинувачують в спонсоруванні тероризму, то чого до сих пір немає підозри? Чого людина спокійно собі продовжує ходити? І саме таке ставлення нашої української влади викликає здоровий скептицизм. Чи немає тут подвійної якоїсь захованої цікавинки, яку намагаються розіграти? Тому для мене, насамперед, як для народного депутата 8-го скликання, цілком зрозумілим є одне, що кожне рішення, яке приймається в парламенті, має бути належним чином оцінено не тільки з короткострокової, але й довгострокової перспективи. Чи не буде воно нести загрозу для нашої держави? І тут нам треба вчитися, як нації, не тільки нести відповідальність за такі рішення, але й виборцям розуміти, кого вони обирають і кому вони делегують владу. Тому що у нас, насамперед, тут є велика системна проблема в тому, кому ми довіряємо владу і які наслідки після того, як ця влада в який спосіб реалізується. І тут нам треба всім вчитися. Виборцям вибирати, а політикам нести за це відповідальність. Пане Тарасе, и последнее. В чем тогда смысл? Почему вдруг сейчас взялись тогда за Харьковские соглашения, если действительно, согласно Конституции Украины, привлечь к ответственности тех народных депутатов нельзя? Тогда зачем? Не кажется ли вам, что это такой политический пиар, рейтинги, электорат и так далее? Полностью с вами согласен. Это больше похоже на пиар без конкретных последствий. Хотя и попытка повлиять на депутатов, конечно же, присутствует, но она закончится ничем. Скорее всего, это в том числе уже ложится в канву уже начавшейся президентской кампании. Какая она будет, досрочная или срочная, тоже еще вопрос. И, возможно, парламентской кампании тоже вопрос, она срочная будет или досрочная. В данном случае мы видим больше пиар-ход для того, чтобы показать, знаете, такое, кто больше родину любит, там, да, чтобы якобы доказать, что, например, предыдущий президент был меньшим патриотом, чем, например, нынешняя власть. Поэтому в этой связи я бы хотел увидеть, конечно же, реальные шаги, не копаться в прошлом, там, да, которое ни к чему не приведет в действительности. Мы, главное, должны понимать, что в нынешней ситуации попытка, исходя там, из взгляда на 2021 года, любая попытка выстроить либо подыгрывать России в украинском политикуме является токсичным. Да? Это главный, к сожалению, вывод, который мы заплатили кровью наших солдат и аннексию Крыма. Поэтому в этой связи этот урок есть, но в данном случае это, конечно, больше пиар, который не имеет никакого отношения. Скорее, знаете, забить все-таки повестку дня тем, что есть провалы и по экономике, и по ковиду, и по всем направлениям, которые только возможно. Поэтому придумываются какие-то фантомные враги. Точнее, там враги были реальные, конечно, но их привлечь к уголовной ответственности просто нереально. С паном Андреем у нас прервалась, к сожалению, связь, насколько я поняла. Попробуйте еще раз перенабрать, пожалуйста, Андрея Татрука, народного депутата Украины 8-го скликання. А пане Тарасе, я хочу... Ага, вернулся пан Андрей. Чуєте, пане Андрій? Алло. Пане
Восстанавливаем звук с Андреем Тетеруком. Пане Тарасе, еще Донбасс хотели сегодня с вами обсудить. Вы знаете, недавно советник главы украинской делегации, а точнее вчера, трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал, что план Франции и Германии по регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, однако он уже есть, его подготовила Франция и Германия и доработала Украина. Вот его цитата. Ну, хотим увидеть, что реально, потому что, к сожалению, есть Минские соглашения, там порядок исполнения политической части, оно перед тем, как требует сейчас Украина, то есть сначала граница, потом все остальное, там, к сожалению, все наоборот написано. Я сомневаюсь, что Франция и Германия пойдет на отклонение от Минских соглашений. Тут либо переподписываем Минские соглашения, либо находим другой какой-то компромиссный вариант. Я другого выхода, к сожалению, не вижу, тем более, что тоже не стоит переоценивать желание Франции и Германии особо идти против воли Российской Федерации. Если Российская Федерация не захочет идти на компромиссные формулировки либо пересмотр Минских соглашений, это все закончится ничем. Дякую дуже, пане Тарасе. Спасибо вам большое. Тарас Загородній був з нами на прямому зв'язку. Політолог, керівний партнер Національної антикризової групи. А я предлагаю сейчас послушать цитату Алексея Арестовича. Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Пане Андрію, у вас есть какое-то понимание, что это за план? Мы его где-то видели, слышали, что такого предложила Германия и Франция, чего мы не предлагали на протяжении этих 7 лет? В мене немає доступу до цього плану, так само, як будь-кого, тому що він не є оприлюдненим, і навколо нього тільки ламаються списи і точаться розмови. Насправді, погоджуватись на такий план з своїми невеличкими правками – це вже здавати ту ініціативу, яку насамперед очікують від нашої країни. І мене дуже дивує, що це намагаються продати як велику перемогу. Тому що насправді для цих двох країн важливо, щоб не було конфлікту поблизу кордонів Європейського Союзу. Але для нас важливо, щоб ворог забрався геть з нашої території, було відновлено контроль над державним кордоном, наш суверенітет, повернуто українських громадян, території і встановлено нарешті постійний, а не тимчасовий спокій і мир. Я не бачу можливості це втілити за різною інтерпретацією мінських домовленостей. Я ще раз наголошую всім нашим глядачам, що жодні компроміси з ворогом на нашій території не призведуть до бажаного ефекту. Єдиним можливим варіантом треба вимагати від ворога забратися геть, і тоді ми можемо говорити про можливе паритетне на партнерських відносинах, засадах відновлення відносин між нашими країнами. Будь-які інші структури асимільовані, афілійовані з Кремлем, це тимчасове вирішення проблеми, яка буде для України як міна з уповільненим терміном вибуху. Ну тогда что это? Вот эти заявления Арестовича, недавние заявления Ермака о том, что план есть, он готов, и мы ждем утверждения со стороны России, заявления Кравчука. Это что, получается, все имитация? Так, це чергова імітація нашої української влади, тому що якщо аналізувати кожного з них, починаючи від президента Зеленського, який рік назад казав, що в нього є план А, план Б, а зараз виявляється, що плану А не було, бо план А – це його марення, а плану Б не було готово. Якщо досліджувати... Я, якщо чесно, взагалі не розумію, що себе представляв план. Арестович за останні 2 роки 4 рази міняв позицію як до відношення до влади, так і до війни з Російською Федерацією. Тому це тимчасове ситуативне наповнення ефіру бажаними меседжами, але не вирішення
глобального питання на державному рівні. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсаголнос. Андрій Татарук був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 8-го скликання. Чохсаголнос. А я перехожу к следующим новостям. На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы. Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран. Американская разведка обнародовала информацию сегодня, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться. В частности, сообщается, что президент России Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщалось, что Путин контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня уже прокомментировал результаты расследования об иностранном вмешательстве в выборы президента США, и вот что он сказал. Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії. А президент США Джо Байден считает президента России Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы. Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Депутат окружних зборів округу Року в штаті Вісконсин Юрій Рашкін зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, что подключились к нам в эфир. Я не припоминаю, что президенты США, дипломаты американские позволяли себе такой жесткой риторики в отношении лидеров России. В данном случае Путина там с момента их провозглашения он там один. Но что это значит? Это значит, что мы настроены очень серьезно. Мы понимаем опасность, которую представляет собой Россия, и Китай, и Иран. Но мы действуем при этом последовательно. Сначала репорт, в начале расследования, теперь выводы, потом будут действия. Все движется абсолютно по предсказуемому, это предсказуемый процесс. Мне кажется, в том, что вы сказали, хотелось бы пару пунктов остановиться. Во-первых, мне очень понравилось, что администрация Байдена и национальная разведка в своем репорте отделяют, вы сказали про Деркача и про действия его, которые навредили потенциально и повлияли потенциально, пытались повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Да. Но с другой стороны, в этом же репорте написано, что Украина не вмешивалась в наши выборы. И это важно понимать, что там различают и видят разницу между людьми, которые, видят эту разницу. Это, мне кажется, важно. И есть, вполне определенные требования от Украины в данной ситуации. Но, возможно, это ваш следующий вопрос. Скажите, действительно, чего ждать в этом вопросе? Вы знаете, тут в дискуссиях, которые, происходят в Атлантическом совете, где можно понять, примерно, что будет происходить, мы видим, что тенденция на три направления. Соединенные Штаты очень хотят, чтобы Украина имела справедливые суды, в которых есть равенство закона. Это помогает бизнесу, это помогает с олигархами, это помогает отделить страну, естественно, с точки зрения Соединенных Штатов от давления России и так далее и тому подобное. Поэтому суды — это номер один. Во-вторых, это гражданское общество и развитие гражданского общества в Украине. А третий — это свободные СМИ в Украине, и опять прозрачность, кто ими владеет и так далее. Поэтому такие три движения, с одной стороны, приближают Украину к Западу и к более нормальной работающей демократии, и таким же образом удаляют ее из-под российского влияния. И если президенту Зеленскому удастся использовать этот замечательный второй шанс, потому что абсолютно протянутая широко рука
от Америки Украине, и президент Зеленский начнет действовать в этом направлении, в котором я только что описал, я вижу очень хорошие перспективы для наших отношений. А как вы думаете, может из-за того, что как раз остаются нерешенными ряд вопросов, которые вы озвучили выше, до сих пор не состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, может, или это не настолько важно? Я думаю, что это и то, и другое. С одной стороны, конечно, это не настолько важно, потому что нужно делать правильные вещи, и будут правильные результаты, а когда позвонит президент, если будут происходить правильные вещи, то будут правильные результаты. Но посмотрите, опять же, на тот же репорт, и сколько там написано о том, что можно было бы сделать Украине с точки зрения, так сказать, юридической и так далее, криминальной, и сколько было попыток вреда нанесено. Если Украина начнет этим заниматься, то, естественно, Америка ее поддержит. А то, что был звонок или нет, возможно, они хотели подождать, что произойдет, что будет сказано в этом репорте. Там всегда такие могут быть процессуальные еще причины, так же, как и политические, и, национальный интерес. Вот сегодня, сразу после того, как Джозеф Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы США, доллар и евро резко укрепились на московской бирже из-за усиления санкционных рисков, а рубль начал падать. Какие санкции могут быть введены уже на следующей неделе? Давайте попробуем пофантазировать, что это может быть и насколько они могут быть эффективными. Вы знаете, если мы уж будем фантазировать, то просто я люблю думать о том, что, возможно, наши компьютерные специалисты работают над тем, как нанести ответный ущерб. И если, так сказать, вредить России так же, как Россия вредит Америке, невозможно. Это абсолютно разные страны с другими, так сказать, системами противовесов и так далее. Но если, скажем, Владимир Путин проверяет свой банковский счет и видит, что у него $0 там, мы с вами, возможно, об этом не узнаем. Но это нанесет большой ущерб, я думаю, Российской Федерации в этом смысле, потому что сколько уж там может быть денег, сколько десятков миллиардов, сотен миллиардов может там быть. Так что какие могут быть санкции, они будут, посмотрим. У нас замечательное сейчас перед нами время, потому что нам сказали, что будут санкции, нас предупредили, барабанная дробь, сейчас увидим. Но это принципиально важный вопрос, какие именно санкции, потому что если это какие-то персональные санкции, которые вводились даже против, из-за отравления Навального, там против 7 российских чиновников, то, к сожалению, вот такого мощного эффекта мы не видим. Ну и санкции, которые вводит Европейский Союз, тоже персональные, к сожалению, тоже не дают определенного мощного эффекта. Очень важно, мне кажется, здесь введение секторальных, возможно, каких-то санкций, вот они реальны? Знаете, посмотрим, потому что когда дело доходит до, скажем, Северного потока-2, то просто четко видно, что с одной стороны Соединенные Штаты противостоят Северного потока-2, а с другой стороны он практически закончен. Потому что, как сказал министр иностранных дел Блинкен, я бы не хотел, не бы рекомендовал вам находиться в ситуации, когда вы оказались на работе 5 недель, и этот проект на 95% уже закончен. Попробуйте его остановить. Но, с другой стороны, могут быть другие цели, и, естественно, будут санкции связаны. И, так сказать, мы знаем, почему они теперь будут. Посмотрим, что наш Госдеп считает более эффективным, потому что, естественно, никогда целью не становится, президент Байден заявил, что его целью не является навредить жителям России. Поэтому как эти будут направлены санкции и какие будут действия, посмотрим. Дякую дуже, пане Юрію. Спасибо вам большое, что связались с нами и ответили на наши вопросы. Юрій Рашкін був з нами на прямому зв'язку, депутат окружних зборів округу Рок у штате Висконсин. Ну а я, к сожалению, завершаю этот блог. Оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Там выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И подписывайтесь на сайт телеканала
телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка даст нам возможность продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте, так как уже очевидно, что мы продолжаем проводить марафоны Safe АТР. Финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены. Эфир продолжает сейчас информационная программа «Заман», а далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Корушкевич. Це кадри затримання уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Його разом із жителькою Алушти Єлизаветою Павленко в окупованому Криму ФСБівці затримали наступного дня після їх участі в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня в Сімферополі. Після затримання Єсипенка вивезли у невідомому напрямку. Лише 12 березня стало відомо, що окупаційний суд Сімферополя поспіхом виніс ухвалу про взяття під варту чоловіка на 2 місяці. Йому закидають незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї, а також незаконне виготовлення боєприпасів. А вчора російське ФСБ заявило, що Єсипенко за завданням української розвідки нібито збирав інформацію про місця масового перебування людей. В СБУ назвали затримання Єсипенка фоном, який ФСБ створює для нібито святкування роковин окупації Криму.
Інформація ФСБ Російської Федерації щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої Автономної Республіки Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого Російською Федерацією неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики. Владислав Єсипенко виявився журналістом-фрилансером «Крим-Реалії». Ця діяльність могла стати справжньою причиною затримання Єсипенка, вважає президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Джеймі Флай. У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрилансера Української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг воз'єднатися із сім'єю. Правозахисники також закликали Росію звільнити Владислава Єсипенка, а міжнародні організації та уряди демократичних держав посилити тиск на окупанта. У своїй заяві правозахисники припускають застосування до чоловіка фізичного та психологічного насильства. Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо політично мотивоване затримання Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Криму у зв'язку з його громадянською позицією та вимагаємо від влади Російської Федерації негайно звільнити Владислава Єсипенка та всіх політичних в'язнів, які утримуються в місцях несвободи на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або Російської Федерації, припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією та висловлення своїх поглядів, негайно припинити використання кримінального законодавства Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Через тиск ФСБівців Владислав Єсипенко вже 2 рази відмовлявся від послуг адвокатів. Спочатку від Еміля Курбєдінова, з яким дружина Єсипенка Катерина уклала угоду, тепер від Олексія Ладіна. Считаю, что сотрудники СИЗО совершили документы по уголовному делу. Я уверен, что на него оказывается психологическое, возможно, и физическое давление для того, чтобы выбить нужные показания. Насколько мне известно, до этого примерно такая же история была и в отношении моего коллеги Эмиля Курбетинова. Наразі прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом затримання Владислава Єсипенка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування здійснюватиме управління Нацполіції України в Автономній Республіці Крим та Севастополі. Владислав Стожук, Єнісій Томєрова, Заман, АТР. Окупанти влаштували геноцид проти кримських татар, і світ має про це знати. Десятки кримсько-татарських активістів пікетували російське посольство в Бельгії. Люди стояли з національними прапорами та плакатами, вимагаючи припинити геноцид кримських татар та репресії проти незгодних з окупацією. Один з організаторів акції, Різа Асанов, каже, хотіли звернути увагу місцевих медіа на злочини окупантів. Мы здесь по четвергам чебуреки не жарим и «Эй-Гузель, Крым» не поем. Мы лучше это время уделим каким-нибудь другим вещам, типа акции протеста, типа поговорить с депутатами или с руководителями тех или иных городов о том, что реально происходит в Крыму, о том, что Россия не друг и даже им не друг, о том, что сейчас идет полномасштабный геноцид крымских татар в Крыму. Судове засідання знову перенесли. У Генічеському районному суді мали розглянути справу проти Ділявєра Яг'яєва та Сейтуміра Абдултоїрова, яких звинувачують у блокуванні роботи автозаправки «Авантаж-7». Але на сьогоднішньому засіданні суд лише визначив черговість вивчення та надання доказів. Представник автозаправки, яка нібито зазнала збитків, у якості відшкодування вимагає від обвинувачених кримських татар 31 тисячу гривень. Щоб залучити свідків сторони обвинувачення, засідання перенесли на 21 травня. За словами адвоката Марліна Джербінова, на початку розгляду справи було зроблено багато помилок, але суддя на це не звертає уваги.
Ті порушення при відкритті матеріалів досудового розслідування, які були допущені стороною обвинувачення, також судом не були прийняті до уваги. На жаль, тому суд все ж таки вирішив прийняти ті докази, які будуть надані обвинуваченням, і досліджувати їх. Однак ми здаватися не збираємось. На кожен доказ у нас є свій аргумент, свій контрдоказ, тому будемо сподіватися, що суд все ж таки почує сторону захисту і прийме законне обґрунтоване рішення щодо обвинувачених. Десятки кримських татар із національними прапорами зібралися для того, щоб підтримати затриманих, але через карантинні обмеження до зали суду пустили лише учасників справи. 5 березня минулого року жителі Генічеського району та учасники громадянського об'єднання «Аскер» пікетували місцеву АЗС «Авантаж-7». Людей обурило безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи керівниці станції Надії Скринецької у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалась щодо кримських татар. Вона заявила, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. Сама Скринецька тоді не захотіла говорити з протестувальниками і замкнулася в автівці. На місце подій приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. Тепер їм загрожує 6 років позбавлення волі. При цьому дії та дописи Скринецької не розглядаються. Російський броньовик виїхав на зустрічну смугу, розчавив малолітражку та притиснув буса. Сталося це на трасі Ялта-Севастополь. В районі Великої Ялти колона російських броньовиків «Тигр» в супроводі окупаційних поліціянтів мчала зустрічною смугою, де й натрапила на ДЕУ «Матіз». Весь передок автівки зім'яло, її відкинуло до відбійника. Дісталося й «Газелі», яка рухалася своєю смугою. Водій та пасажир легковика з травмами внутрішніх органів ушпиталені. Бронетехніка окупаційних військ не постраждала. Там, видимо, внутренние органы повреждены. Внутренние повреждены. Всем привет, вы на канале. Пригледіли землю для будівництва і виганяють людей на вулицю. У Сімферополі готуються знести ринок на Залізькій. Окупанти називають його незаконною забудовою та вже попередили співробітників про демонтаж їх бутиків. Обурені працівники кажуть, завжди вчасно платили податки та мають усі дозволи. Впевнені, що тут невдовзі почнуть зводити багатоповерхівку, але дехто сподівається на Путіна. По закону у нас Огнетушитель. и огнетушители, кондиционеры, у нас маркировка, промаркированные вещи у нас. Мы все делаем по закону, продавцы оформлены, у нас все по закону. И договора мы продлеваем, и медицинские карточки у продавцов есть, у нас все есть. Что, какой самострой, оказывается, столько лет мы работали, и самострой как-то удивительно даже. Я вообще не понимаю, что я буду делать, потому что у меня заработок тут всего, если вычесть все налоги, у меня получается, что я зарабатываю 4 тысячи в месяц всего. Все чего-то добиваются, скажем, Путину будут писать. И один только Путин нас защитит. Кому обращаться? Поблизу Ялти в селі Паркове вирубують червонокнижні дерева. Наразі йдеться щонайменше про 1,5 десятки фісташок та рідкісних дубів. Відомо, що ділянки в зеленій зоні виділені під будівництво кафе та приватного будинку, але ім'я власника поки невідоме. Владислав Сужук, Заман, АТР. Український військовий отримав бойове травмування поблизу Водяного на Приазов'ї. Там окупанти били з мінометів 82-го калібру, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Травмованого бійця терміново ушпиталили. Його стан задовільний, доповідають у штабі операції. Тими ж забороненими мінометами ворог обстріляв наші позиції на околицях Південного, а біля Гнутового та Лаківки, Павлополя, Лебединського та Авдіївки окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. А за даними розвідки, окупанти підсилюють свої підрозділи на лінії фронту. Очікують наступу Збройних сил України.
Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17 та 18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва. Великолепный Джо Байден и плохой ковид – это две темы нашего сегодняшнего эфира в рамках телемарафона Сейв АТР «Голос Крыма» Майя Бута в эфире. Я ведущий Айдар Муждабаев, ведущий последнего вечернего информационно-аналитического блока. До того момента, как мы перейдем ко второй теме нового витка эпидемии ковида и вообще, что с этим делать, с полной информацией абсолютно, к нам присоединится Борис Бриль, наш друг из Израиля, врач практикующий, и вы сможете задать ему вопросы по телефону, который будет на экране, или через Viber, позвонить Борису, просто готовьтесь, если есть вопрос по ковиду, вот телефон и даже скайп есть, можно будет говорить через какое-то время, пока мы соединимся с Борисом Брилем. Я не могу просто не начать этот эфир с восхищения новым президентом Соединенных Штатов Америки, господином Джо Байденом. Он, конечно, невероятно крутой. А на самом деле, что он, собственно говоря, сделал? Да? Давайте разберем. Анекдот сегодня прочел у Николая Полозова, известного всем нашим зрителям, адвоката крымских татар, украинских моряков и так далее, моего друга, товарища и собрата. Он в Твиттере опубликовал анекдот, не знаю, он ли придумал или не он, но смешно. Сэр, нет, не так. Помните анекдоты про Шерлока Холмса, Берримор? Что это за вой стоит на болотах? Это Байден назвал вещи своими именами, сэр. Больше ничего Байден не сделал. Он всего лишь, отвечая на вопрос журналиста, считаете ли вы Путина убийцей, сказал: да, я считаю. Все. И это вызвало, конечно, такой какой-то невероятный ажиотаж, невероятная сенсация. Президент США назвал вещи своими именами, назвал русского фюрера тем, кем он является. Человеком, отдающим приказы о преднамеренном и умышленном преступном убийстве людей, и ни одного человека. Дело в том, что, как интересно, что мы
стали вспоминать и вспомнили, конечно же, что, насколько я помню, ни один президент Украины убийцей Путина не называл его так прямо. И, по-моему, и Порошенко не называл, и Зеленский тем более. Он же даже Россию не всегда называет страной-агрессором, эвфемизмами обходится в обращениях. Говорит «наш враг», там, ну как угодно, чтобы не называть вещи своим именем. Как раньше не называли войну войной, да, сейчас, слава богу, хоть войну войной называют. Вот, ну и так далее. На самом деле все начинается с этого. Все начинается с того, что человек начинает называть вещи своими именами. Он говорит, да, убийца, сказал Байден. Причем Байден поставил абсолютный рекорд в мировой истории. Еще и в том смысле, что ни один президент Соединенных Штатов не называл ни одного лидера Советского Союза, больше того, ни один президент Соединенных Штатов не называл ни одного руководителя Российской империи в любом ее виде. И империи, и России, и СССР, и Российской Федерации, как угодно, никогда не называли на таком уровне как бы своего оппонента убийцами. Байден сделал это первым, сделал это не задумываясь, сделал это сразу, отвечая на вопрос журналиста. Это еще к разговору о том, помните, как говорили, что у Байдена реакция плохая, что он старенький, там такой еле движется, завтра умрет, там вот это все, да? Вот эти блеяния, русские нарративы, которые внедряли в умы американцев, в том числе, оказались ничтожными. Я не восхищаюсь Байденом, он для меня не кумир, я хочу судить по делам, но он продолжил, он сказал, да, Путин убийца, и он за то, что он за это заплатит, за свои преступления, вы скоро все увидите, сказал он. Посмотрим. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Но факт уже состоялся, что, понимаете, ящик... Вот, кстати говоря, у меня в Твиттере много очень россиян, и осталось, там он не обновлялся, я им почти не занимался никогда, просто публиковал свои какие-то тексты. Тут репосты. И тут Соловьев уже пишет, что этот, вот, Владимир Соловьев. Можем считать сегодняшний день днем официального объявления холодной войны 2.0? Да, Вова, можешь считать. И я думаю, что с объявлением этой холодной войны значительно похолодают и водоемы, в которых ты, Вова, купаешься. Это будет, скорее всего, не озеро Кома, где у тебя там вилла, а может быть берег Карского моря или там Баренцева, ну или Сочи. Вот в самом лучшем случае, пока Российская империя жива. Вот. Тут вообще очень много всяких русских шуток. Это отдельный мир, мы их не обсуждаем. По поводу Путина, они же боятся все это сказать, боятся даже процитировать многие и так далее, и так далее. Но сегодня день, конечно, Джо Байдена. День, знаете, все начинается со слова. Вначале было слово, вначале било слово, как угодно. Пока вещи не названы своими именами, ничего ждать не приходится. Как только кто-либо значимый, любой человек на самом деле называет вещи своими именами, уже есть шанс, да. А когда этот человек самый влиятельный политик и руководитель самой сильной державы в мире, от которой зависит в мире все, и экономика, и там что угодно, и политика, и военные дела, и так далее. Это, да, это действительно объявление холодной второй войны, вернее, да. Это совершенно точно так и есть. Но Путин же объявил гибридную, необъявленную. Почему бы таким же образом не сделать Джо Байдену, став лидером западного мира? Это прямой вызов Путину, это серьезнейший вызов Путину. Это они посла, по-моему, своего отозвали из Вашингтона, советоваться. Все, как бы, судя по настроению Байдена, время уговора закончилось, будет время, значит, наступает время кар, начинается обратный отсчет. Вот я ждал этих слов, на самом деле, что-то такого, какого-то сигнала именно вербального от президента Соединенных Штатов, потому что без слов, вы помните, это такой же исторический момент, как когда Рейган сказал, я уничтожу эту империю зла. Да, сказал про тогдашний Советский Союз. Фактически то же самое сказал сегодня Джо Байден. Другими словами, но смысл тот же. То есть не будет компромиссов. До этого администрация его говорила, что не будет никакой перезагрузки в отношениях с Россией. Помните, при Обаме были такие попытки. Я даже был одним из 300 украинских интеллектуалов, ну так назвали просто, вот, которые еще до выборов Соединенных Штатов последних вот, подписали письмо
для Байдена с тем, чтобы, не дай бог, не было идей повторить вот эту самую перезагрузку. Да, я хочу сказать редакторам, что Борис Бриль на связи, надо ему позвонить, он мне пишет, а как зайти в эфир? Давайте вы объясните ему, как зайти в эфир канала ТР, где он неоднократно был, и тогда мы будем говорить уже про ковид. Вот. Вот так вот господин Байден, такой вот он старичок, как русские говорили. А сегодня такой роскошный день. Сегодня с утра, ну точнее, это же был день в Америке, доклад американской разведки. Даже его открытая часть — это песня просто. Это просто песня. Американцы все поняли, то есть понимали многие раньше, но просто сейчас при Байдене это можно уже систематизировать и бороться. Кто как влиял, как русские активизировали своих блогеров всяких, своих всяких пишущих, говорящих голов, как они врали про Байдена, как они спасали Трампа всеми способами, да. Вот. Это все будет раскручено. Обязательно, обязательно, обязательно. Вот. Это колесо, история в обратную сторону не крутится. Если Америка взялась за своих врагов, то от этих врагов обычно остается какое-то мокрое место. В итоге я не завидую поэтому ни агентуре русской, ни в Украине, нигде. Это плохая история для вас. Америка вернулась в политику, Америка будет защищать себя. Вот, от всех угроз. Понятно, что сейчас основная угроза и в Америке в том числе это ковид, вот такая локальная, такая тактическая угроза. И Байден в первую очередь, как многие заметили, и начали уже, вот Трамп ругали, а Байден там не будет заниматься миром, там он будет заниматься только Америкой, у него тут куча проблем. Да, у Байдена куча проблем после путинской политической проститутки и идиота на посту президента США. Конечно, много проблем. Но он возвращается, вернулась Америка в мировую политику. Это однозначно совершенно, и в Кремле это понимают, поэтому такая истерика. Я думаю, сейчас, если у кого-то есть возможность читать, что они там говорят в своих ток-шоу, это просто... Я даже... Вот это тот единственный момент, когда я немножко завидую жителям оккупированных территорий. Поймите правильно мою шутку, потому что у вас это беспрепятственно можно смотреть эти каналы соловьевские. Я бы сейчас просто сидел и ржал в голос, слушая, какую чушь они несут про господина Байдена и что сейчас как они рвут на себе на всех местах волосы, говорят о Третьей мировой войне, о том, что ядерный пепел, сейчас Жириновский выскочит, его там подколят чем-нибудь, с новыми силами начнет истерить и так далее. Я хочу спросить у наших редакторов, что у нас со связью с Борисом Брилем. Все, технические нюансы, и Борис Бриль с темой коронавируса у нас будет в эфире. Я напоминаю еще раз, что в эфире не просто канал АТР, в эфире телемарафон Сейв АТР «Голос Крыма» мая будет в эфире. Это дело серьезное, мы боремся за наш канал, за единственный крымско-татарский канал в мире, за единственный мост между нашим разорванным народом и Украиной, и цивилизацией мировой, европейской. Я уверен, что на самом деле колесо истории покатилось в обратную сторону, несмотря на то, что иногда нас может охватывать отчаяние, но мы с этим чувством боремся очень легко, мы не можем себе этого позволить, и поэтому все будет Крым, все будет Украина, все будет Европа. И все будет хорошо, все будут Соединенные Штаты, русского рейха не будет, он просто исчезнет, он будет уничтожен тем или иным способом, потому что иного выбора у человечества нет, и сегодня об этом сказал фактически господин Джо Байден. Вот, переходим к другой вроде совершенно теме, не политической, но теме здоровья различных наций. И настолько по-разному развивается ситуация с ковидом в разных странах, настолько по-разному, насколько более или менее похоже шли волны эпидемии в разных странах, но с нюансами. Настолько по-разному сейчас развивается ситуация с вакцинацией и так далее, и так далее. И, конечно, вот Израиль — это страна самая передовая и по количеству спасенных жизней, и по количеству ушедших из жизни из-за ковида, и потому, какими темпами ведет сейчас вакцинация, там самыми передовыми вакцинами. Наверное, с этого вопроса я и начну. Про вакцинацию спрашивает доктора Бриля, а дальше он сам все расскажет. Он очень подготовился для этого. Он ведет постоянно YouTube-канал свой, доктор Борис Бриль, подписывайтесь на него. Там все время какие-то полезные вещи, без этой бутафории, идиотства, ковидиотства и так далее, и так далее.
верьте доказательной медицине, которая показала в Израиле, где работает Борис врачом, свою эффективность абсолютно просто железобетонная, ничего больше не доказывать не нужно никому умному человеку, так точно. Борис Бриль на связи с нами. Боря, привет. Приветствую, приветствую. Ты что, со смены вышел такой красивый, да? Ну да, я всегда красивый. Я имею в виду, в маске я имею в виду. И тебе... Да. Ну, маска — это наш постоянный обиход с того момента, как мы появились, в принципе, с ковидом. Не мы, а вообще как ковид появился у нас в мире. Поэтому, относимся к этому спокойно, носим маски, несмотря на то, что у нас вакцинация, я вакцинировался 24 декабря, потом 14 января, 2 дозы. В принципе, из новостей какие? Допустим, то, что происходит в Израиле. В Израиле в районе 50% взрослого населения уже вакцинировано. И мы видим последние 3 недели резкий спад госпитализаций. Закрылось последнее отделение коронавируса в самом крупном госпитале Израиля, в Саратском медикал центре. То есть те, которые госпитализируются, то это уже молодой возраст и не вакцинированные. Нету госпитализированных людей, которые получили вакцинацию. Нас вакцинировали Pfizer в основном, отчасти Модерной. Почему? Потому что это первые, кто прошло FDA сертификацию. FDA — это американская ассоциация по контролю над лекарственными препаратами и продуктами питания. Израиль показал себя очень-очень системно, как сказать, система здравоохранения показала себя очень замечательно. И, если честно, я политичен, но к израильскому правительству, но и правительство наше тоже показало себя, если честно, в самом хорошем свете. Неожиданно. Смотри, просто я знаю, в Израиле же каждое время года это новые выборы, в принципе, да, можно почти вот так, да, но я преувеличиваю, но очень часто, да, очень большая политическая борьба, все вот так вот как-то шатается на каких-то процентах, да, там критика, да, там все что угодно, как угодно, но вот, знаете, когда институции работают, все остальное, то есть когда корабль управляем, да, там все остальное, система работает. Вот скажи мне, в чем секрет израильской системы медицины, вакцинации? Почему настолько, вот мне кажется, что после вас уже кто следующая страна, я не знаю кто, кстати, по эффективности, но она уже далеко отстает. Вот почему именно Израиль? Хотя есть страны и богаче намного, да, ну, как бы и в более простых условиях находится там, и более изолированные, и так далее, и так далее. Почему Израиль так справился, и в чем отличие, например, от украинской ситуации, которую ты видишь, например, у нас, да, или от ситуации вот ну, давай про Украину, на оккупированных территориях там и так далее. В чем разница? Ну, смотри, во-первых, у нас очень мощная система здравоохранения за счет... Эта мощность состоит из многих факторов. Это образование, естественно, но и кроме этого, это очень серьезное уголовное наказание за отсебятину. Врач не может гнать, так сказать, отсебятину, свои мысли в массы. Он может только оперировать исследованиями, доказательствами и ничем другим. Потому что если каждый от себя будет думать, что он гений, и начнет рассказывать что-то, то это получится винегрет. То есть, смотри, то есть четкое соблюдение всеми врачами, медсестрами, разными больницами, единой системы подхода к лечению, то есть протоколов вот этих, да, и разработка этих протоколов с учетом информации, она же с колес поступала, вирус-то неизвестный, и добавлялось то, добавлялось это. Я помню, даже ты вот, когда мне советовал, сейчас уже, наверное, что-то еще досоветуешь там и так далее, то есть, но какие-то есть варианты протоколов, они все время обновляются доказательным образом. Вот и помогает, значит, добавим для этих больных вот это какие-то особенности, вот это. Кто это у вас утверждает? Министр здравоохранения, кто правительство, кто эти протоколы регулирует, что так эффективно все получается? Протоколы регулируются Министерством здравоохранения, общим собранием больниц, и также используется, конечно, американский опыт. Невозможно уйти от того, что в Америке все же 350 миллионов людей, и тоже очень сильная медицина. Не в своей массовости, как, допустим, в Израиле, потому что все равно Израиль меньше государства, чем Штаты, поэтому нам проще руководить. Но в Штатах очень сильное здравоохранение, бюджет, по-моему, больше, чем бюджет Израиля, Украины, еще половина Европы вместе взяты, я так думаю. Вот. И
принимая опыт с разных стран, то есть выбирали лучшее. Но только на основании доказательств, как мы с тобой говорили. Если честно, то со времени лета особо протоколы не изменились. То есть ушли отчасти протоколы там по Актемре, а так как мы ушли от антибиотиков в конце весны, так, перейдя опять к стероидам, которые почему-то начали рекомендовать, ушли от препаратов типа плаквинила и других бизарных лечений, которые были основаны на 70 людях в Китае. Ушли от этих протоколов и идем, в принципе, ничего не изменилось. Очень интересный такой факт, что в Израиле смертность на ИВЛ стала 70%, но смертность в начале пандемии на ИВЛ была 30%. Что это показывает? Просто у нас на ИВЛ попадает гораздо меньше людей стало. Сейчас вообще смертность как таковая снизилась очень сильно, и это умирают те люди, которые заразились 2 месяца назад. Это не нынешние заражения, то, что много рассказывают, опять же, хайп. Постоянно идет хайп, что вот в Израиле вакцинация, умирают. Ну, люди многие не понимают, что вакцинация идет с декабря, а люди в реанимациях тоже с декабря лежат. И это не те, кто вакцинировали, а те, кто попали, к сожалению, в больницу до. Или там, как у вас сейчас происходит, что страшилки рассказывают про разного рода вакцины, которые не имеют никакого отношения. Знаешь, надо доверять. Основная масса моментов в Израиле — это то, что медициной занимаются профессионалы, безопасностью свои профессионалы. Я не лезу в безопасность, безопасники не лезут в медицину. Как в том анекдоте, помнишь про Рабиновича, который на Манхэттене торговал семечками около банка там какого-то Моргана. И говорит, как вы тут можете торговать семечками? Говорит, вы с банком договорились, они не торгуют семечками, а я не даю кредит, я не даю в долг. Да, абсолютно верно. И правительство в данной ситуации, оно в медицинскую сферу не лезло, кроме как достижения цели по доставке лекарств. На самом деле, в данной ситуации Беньямин Нетаньяху и, возможно, все его окружение, то, что я знаю, он все свои связи использовал, по-сумасшедшему. Я не являюсь его почитателем, чтобы было понимание. Я считаю вообще, что должна быть сменность власти, да, потому что власть развращает. Но это мы говорим о политике. Но он сделал на самом деле, и от этого не унять, очень большое дело. Он, договорился, использовал свои личные связи для того, чтобы была вакцина в Израиле. Причина, для чего это он сделал? Для того, чтобы остаться на своем месте или для того, чтобы сделать это для людей, мне она не интересна. Ну, понятно, но слушайте, у каждого использует все возможности, тем более он же легальные возможности использовал, он же не под столом деньги пихал, и в Израиле же там по блату нельзя подколоться, да? На вас же очередь, все как положено, да, все. Скажи мне, пожалуйста, через какое время Израиль вообще скажет, что он решил проблему ковида, вот твое мнение? Я думаю, что через 2 месяца. То есть в лето Израиль войдет страной COVID-free, да? Да. У нас уже все открыто. У нас открыты все общественные заведения. И рассказывают то, что опять ковидиоты рассказывают, что в Израиле преследование людей невакцинированных — это абсолютный бред. В Израиле одинаковый зеленый паспорт имеет как вакцинированный, так и переболевший. И ограничивать никаких свободы не ограничивали и не ограничивают. Если человек хочет в ресторане посидеть не вакцинированный, пожалуйста, на веранде. В Израиле тепло. Но мне лично такой подход меньше нравится. Но Израиль — страна демократическая. Но самое интересное, во время пандемии запрещено было собрание. Единственное, что можно было, это делать демонстрации. Никто не забрал политическое право, да? Да. То есть демонстрации можно было, а там собираться на концерте нельзя было. И у нас на самом деле это соблюдали. Интересно, очень интересно. Скажи мне, пожалуйста, вот теперь сейчас скажут, я просто предвижу вопрос такой, вот из благополучной страны, там сейчас нам рассказывают, во-первых, страна очень тяжелая, там тяжело жить и работать, и страна там, где вкалывают все с утра до вечера, там никто не блаженствует в Израиле, и жизнь там тяжелая, то есть это страна рабочая и воюющая, к тому же, да, в кольце, в общем, недружественных соседей находится, и, в общем, похоже чем-то на Украину. Вот скажут, вот у них такие вакцины хорошие, а у нас плохая вакцина, вот это AstraZeneca или там что еще. Вот как ты считаешь? Вот, да и тут многие говорят, вот этой вакциной, значит, такое ощущение, что
такой барин, и вот ему шубу предлагают норковую или соболью, и он такой, вот это в норковую я не буду, там, ну, как бы у каждой страны свои возможности у руководства страны разные, да, не будем их обсуждать уже почему, но понятно, что Украина очень поздно, в общем, все получила, просто хронологически поздновато, но все-таки начала получать, да, темпы низкие, но они все-таки есть. Как относиться к вакцинации, вот эта AstraZeneca, вернее, Covishield, да, индийская вакцина, расскажи, сейчас вот только для украинцев ты говоришь, как к этому относиться, что делать, как быть? Ну, друзья, Covishield вакцина — это та же самая вакцина AstraZeneca, это другая наклейка. И когда мы, допустим, вакцинируемся, я никогда не смотрю, где произвели определенную вакцину. Мне это не интересно. Covishield нормальная, абсолютно идентичная вакцина AstraZeneca, как я сказал, это другая наклейка. Это не генерик, то, что рассказывают врачи и так далее. Сделана она на заводе Serum Institute. Это завод размером, наверное, с пол Киева. Я там был на этом Serum Institute. Это завод, а внутри по оснащению покруче НАСА будет и покруче производства Теслы. Там в Индии вообще, в принципе, производится 80% там вакцин, потому что такие мощности могут себе позволить только индусы. Это передовые производства. Вакцина абсолютно нормальная. В данной ситуации я лично, несмотря на то, что вакцина является моим прямым конкурентом, потому что я также в исследовании лекарств против ковида, но, знаешь, своих с того света не выкупишь потом. То есть вакцинироваться я рекомендую. И Covishield — нормальная вакцина для вакцинации. Это AstraZeneca. И этот хайп, который поднимают про тромбозы, про запреты продажи, надо понимать всю суть этих процессов. AstraZeneca была одобрена Европейским Союзом, нормальная вакцина. Тот же Covishield. То, что побочные эффекты у вакцинации всегда будут расследоваться. Появились тромбозы, но надо понять, что 34 миллиона людей привились вакцины. Вы что думаете, что у 34 миллионов людей сколько тромбозов в сутки? Сотни тромбозов. Кто-то связывает это с вакциной, кто-то не связывает. Поэтому идет расследование. Расследование показало, что это не так. Это временная приустановка для выполнения расследования. Но не про выполнение протоколов, да? Есть сомнения, должны быть дополнительные небольшие исследования. Проблема в чем? Знаешь, у нас от тромбозов больше всего алкоголики умирают, да? Просто я знаю это, да. Но при этом никто не перестает ходить выпивать, там, в магазины как-то я не видел, там, проблем в винных отделах, там, да? Никто не шарахается от этих полок, да? И там тромбоз-то уж, как свирепствует, уже последние 1000 лет, наверное, да? А тут тромбоз, кто-то сказал из Европы, что где-то там возможно тромбоз, да? А, кстати, тромбоз, его же тоже можно профилактировать, если там разжижать кровь, есть же специальные препараты, даже ты берешь эту же вот вакцину, даже если тебе страшно, вот я пил всю жизнь, значит, там, вот эту водку, да, и тут я испугался тромбоза от вакцинки, вот от такой дозы, да, ну возьми разжижающий кровь препараты, выпей с этой вакцины и все. Если уж такой пугливый. С этой стороны, если бы, да, это подтвердило, то была бы такая рекомендация, потому что многие люди получают антикоагуляцию против после операции и так далее. Вопрос же, вакцина делается не для удовольствия, и это делается для спасения жизни своей и своих близких, и тех же граждан, которые живут рядом с тобой. Ну да, ты абсолютно верно говоришь, сидят люди за столом, бухают водку, извините за грубость фразу, и рассуждают о вреде вакцинации. Да, очень смешно. 53 года умирают от инфарктов и других заболеваний, и циррозов печени, то это никого не волнует. Да? То есть вакцина вредная, водку выпить и покурить сигарету в этот момент, оно нормально. Но у каждого своя. И рассказы, то, что кто-то какие-то вакцины не принимает, это в данной ситуации, я бы сказал, да, у каждого своя минута славы, надо же прославиться и сказать какие-то глупости. Поэтому Израиль принимает любые вакцины, он не принимает документы из Украины, так же, как он не принимает на сегодняшний день вакцинированные документы с Франции или с Америки. Неважно, какой вакциной вакцинировались. Прилетают, делают серологический тест, переболел или вакцинировался, получаешь зеленый паспорт. Почему Израиль должен верить бумагам, которые можно распечатать на принтере? Это разве биометрические данные? Нет, вот все. А слушай, но это просто, чтобы вся программа вакцинации в Израиле прахом не пошла. Ну какой смысл? Это же чисто экономический ущерб, да, не говоря про все остальное. Но смотри, ну то есть если у тебя есть антитела, определенный титр, да, то это равносильно вакцинированию, да, в принципе? Да.
Скажи мне, вот я переболел в ноябре, да? Правильно ли мне дали совет? Мне из Германии доктор написал, но я все равно у тебя спрашиваю в эфире, и всем тоже интересно, многие же приболели уже. Через какое время, сказали, что раньше, чем через полгода, ни смысла нет, да и не нужно это делать, да? Вот какой срок после переболевания, когда можно вакцинироваться? В данной ситуации, если мы говорим об МРНК-вакцинах, то рекомендовано через полгода. Это неоднозначная рекомендация. По какой причине? Составляет 0,1% повторное заражение. Но пока идет исследование, мы получаем основную массу зараженных полгода, 7 месяцев прошло, вот буквально сейчас. Мы увидим через 2-3 месяца, имеет смысл или нет. По поводу вакцины, которые связаны с S-протеином, которые с S-белком, о котором мы говорим об AstraZeneca и Covishield, пока таких показаний нету. Я бы пока воздержался, посмотрел бы антитела, бы сдал IgG или иммуноглобулины G для того, чтобы посмотреть по поводу концентрации антител. Ну вот смотри, у нас еще есть такая компания, у нас же люди отказываются вакцинироваться, оказывается. Из-за этого даже Министерство охраны здоровья у нас ввело такую практику. Вот там вскрывают это Covishield какое-то количество, его же надо вколоть быстро, да, в какой-то период времени, там сколько, час или 5 часов, сколько-то. И у нас типа людям... Да, 6 часов подсказывают мне редакторы. И у нас открыли открытую форму регистрации в Минздраве, да, и человек, если он там, ну, не знаю, блогер, журналист, религиозный деятель, известный какой-то, человек, который может кому-то показать пример, стать образцом для вакцинирования, потому что не бойтесь, вакцинируйтесь, и это полезно. Но, может, я тоже записался туда, ну, я никуда, естественно, не перезваниваю, никаким блатом не пользуюсь, просто я написал там имя, фамилию, кто я такой, и все, и телефон. И вот звонят людям, и ездят. Вот коллеги из РБК Украины ездили, еще откуда-то ездили, еще какие-то люди ездили. Значит, у кого-то там температурка поднялась там на день-два, у кого-то там рука болит и так далее. Но в целом никто от этого не умер, да, и как бы, ну, вот эти все опасения, что там опасно, но мне кажется, гораздо опаснее переболеть без вакцины. Вот я даже типа в легкой форме перенес, и до сих пор от этого уйти не могу, от последствий, да, и ну, пока вот вакцины в Украине, мягко говоря, до всех не дошли, да. Что ты рекомендуешь? Я просто знаю, вот мне сегодня перед эфиром привезли люди от тебя такой препарат, я не знаю, как это правильно называется, иммунков. Вот. Иммунков, это тестировальное исследование. Да, это я принимал, ты мне давал дополнительно к лекарствам, которые ты прописывал, вот эти. У тебя есть свой такой протокольчик лечения, значит, и плюс вот это иммунков, это то, что Борис сам придумал. Вот можешь рассказать про эту историю, как ты вообще, вот пока нет у нас вакцины у всех, протокол лечения коротко, про вот это, значит, что опять не знаю, как это назвать правильно, иммунков, я просто, ты сказал, я принимал, да, вот я такой человек, я врачам верю, вот, ну и вот пока не дожили до полной вакцинации, как вести себя украинцам, что делать? Ну, во-первых, стоит носить маски. Все же надо продолжать носить маски. Это мы знаем. Тут это канал АТР проповедует эту идею с утра и до вечера на протяжении всего ковида, да. И спасибо тебе. А во-вторых, естественно, по поводу лечения существуют тяжести лечения. Что, во-первых, за препарат? Это препарат, который мы разрабатываем, делаем исследования по нему, продолжаем. У нас довольно хорошие результаты. Это препарат, который блокирует отчасти интерлейкины, которые активируют воспаление, и вырабатывают интерлейкины ИР2, который снижает, есть такой, снижает воспалительный эффект. Делаем мы это, в общем-то, в Израиле, и довольно хорошие результаты. Сейчас скоро будем публиковать их, и кейс-репорты, так называемые отчеты, и, в общем-то, все исследования, которые по нему идут. То, что рекомендовал по поводу тяжести заболевания, все же зависит от тяжести заболевания. То есть если легкая форма — это симптоматическое лечение, плюс, допустим, что ты принимал капли, если у людей нету, опять же, симптоматическое лечение. Если это тяжелая форма, то, естественно, нужна госпитализация, нужна терапия, даже дыхательная терапия, там подходят стероиды, там идут антикоагуляция, то, что против тромбов. И, естественно, дыхательная поддержка — это такие аппараты, как СИПАП или другие. Раннее применение кислорода — это тоже вредно. Допустим, надо понимать, что есть такое oxygen toxicity. Применение кислорода, когда человек берет кислород в формах, когда у него сатурация не снижена, кислород чистый нарушает целостность клеток, и это тоже очень плохо.
он разрушает тоже легочную ткань. Поэтому, когда просто так люди с сатурацией 93 или 94 садятся дышать кислородом, это вредно. Это нехорошо. Потом всему свое время. То же самое, что и стероиды в легкой форме приводят к тому, когда сразу же дают дексаметазон, приводят к тому, что тянут на себя воспаление, потому что при терапии стероидами могут быть воспалительные бактериальные инфекции присоединяться и ухудшать течение. Поэтому это тоже в тяжелых формах дается. Ну и антибиотики, естественно, как мы говорим, они в принципе в 6% только у самых тяжелобольных. Я прочитал тут достаточно мелкий шрифт, значит, Іммунков, каплі для допомоги при ГРВІ, температурі, грипі, COVID-19, запаленні легенів, станах, пов'язаних з фиброзом легень. Каким образом это ваш препарат помогает? Смотри, в принципе, что мы видим, когда даем препарат, что у людей, которые его принимают, поднимается сатурация, в принципе, в течение суток, скажем, довольно большие цифры, с 89 до 93. За счет чего сатурация поднимается? За счет того, что мы снижаем воспалительный эффект, этот именно цитокиновый шторм. И то, что мы посмотрели действия инвитро и инвиво, мы посмотрели, исследования делали в Сан-Пауле, в Институте пульмонологии, что снижает фиброз, уменьшает фиброз за счет уменьшения воспалительной реакции, за счет того, что эти спайки не образуются, за счет тех механизмов, которые я рассказал, интерлейкинов и R2 тоже. Но это клетки, такие тонкие моменты. И у людей в течение 2 часов снижается температура, поднимается сатурация. Но все равно, что ты мне рекомендовал, и когда употреблял эти капли, ты же рекомендовал все равно мне по ситуации принимать и жаропонижающие, если нужно, там, ну, такие лекарства. Не бывает, потому что как только кто-то расскажет, что есть волшебный препарат спасения от всего, запомните, этот человек аферист и обманщик. Не существует монотерапии от всего подряд. Надо понимать ситуацию, относиться тонко к ситуации, смотреть и регулировать. Я говорю, не существует панацеи от всего. Это сразу же, как только панацея от всего, это все, ну, аферисты. Поэтому, естественно, если это не помогает, надо добавлять. Терапия должна быть вдумчивая и общая терапия. А почему ты мне передал этот пузырек сейчас? С какой целью? Потому что я же вроде переболел, и это же какие-то симптомы, что-то последствия какие-то. Ну, все будет тоже после ковида. Плюс ты, кстати, как с курением же еще не это? Не, я же бросил во время ковида. Совсем. Восстановить легкие после ковида, потому что против фиброза какое-то время. Мы смотрим, что есть при спирометрии, улучшение. Это при дыхательных тестах, поэтому попить тоже. Но у меня сейчас просто вот, ты заметил, да, я немножко вздыхаю тяжело иногда, но это у меня, правда, это немножко, наверное, невралгия, она была у меня еще и до ковида, но, в принципе, сейчас получше стало, я принимаю еще, это поскольку это по 30 капель, как ты говорил, да? Да. Раз в день. Ну, ты знаешь, многие принимали наши знакомые, не можем говорить, и были результаты очень хорошие. Да, это я подтверждаю. Действительно, люди, которых мы с Борисом лично знаем. То есть, ну, про главный принцип Бориса Бреля не навреди, как вообще любого врача должно быть, да, в этом мире. Скажи мне, пожалуйста, ну, ты в политику стараешься не лезть, но все-таки как вот сравнивая, без политики, просто отношение к эпидемии и работа с эпидемиологической ситуацией. Вот Израиль, Украина. Что ты наблюдал за Украиной? И какие, можешь сказать, непредвзято абсолютно, ты же не критик там нашей власти, там ничего. И Я не критик, ну, у вас особо не было работы никакой с пандемией. Может быть, это экономические причины, а может быть, просто нехватка достаточно грамотных специалистов. Было кто во что гораст. Были отдельные люди, которые пытались что-то сделать, а так ситуация у вас абсолютно была вышедшая из-под контроля. Ваше счастье, в кавычках счастье, то, что у вас нет такого количества пожилых людей, как в Италии, как в Израиле, как в Америке. Если мы посмотрим на смертность, то в Израиле умирали старше 80 лет, в Украине старше 40. Поэтому, когда мы говорят, а вот там умерло в Италии, заваливались, в Италии завалились 80-летними, 90-летними стариками, тех, кто в Украине уже не живет. Он просто не доживает. Да, к сожалению. Потому что я говорю, чтобы не интерпретировали, вам везет, что у вас нет пожилых. Это в кавычках везет. Ну, конечно. Но если бы были пожилые, то это было бы... Ну, это просто, чтобы сравнение статистик было корректное, а не спекулятивное, да?
Вот. Да. Вот смотри, сейчас просто я с людьми из Европы общаюсь, что там, да, ну, допустим, Словакия, допустим, Вена, Австрия, да, пустынные улицы, никого нет. Товарищ был недавно в Риме, пустой Рим он фотографирует, не знаю, по каким делам он туда ездил, но фотографии феерические, да. И Киев, в котором вот сейчас, в Киеве, есть в областях, где вот красная зона, там по-другому, я просто не знаю всех деталей, но в Киеве есть ограничения только очень стандартные, вот по количеству людей за столом, по-моему, 4, вот в общепитах, в точках, да, больше никаких ограничений, по-моему, уже не осталось, да, вот правильно ли мы поступаем или неправильно. Но, с другой стороны, почти все мои знакомые уже переболели. Ну, я не думаю, что у вас хотя бы половина населения переболела, все же как-то так. А статистики же нет точной, потому что тесты же не все сдают, ты же понимаешь. Абсолютно верно. Но было бы очень много смертей. И не было бы третьей волны. Понимаешь? Плюс мы имеем сейчас британскую мутацию, когда болеют тяжело более молодые люди. Вот, давай-ка про мутации. Британскую раз, а потом еще какая-то мутация во Франции, в Британии. Не в Британии, а в Британии. Да. Вот. Да, расскажи, есть, что это? южноафриканская есть и бразильская. Это более вирулентные, они более заразные и также больше смертность. Мы видим и в Израиле, что умерли и роженицы, и молодые, это женщины беременные, и дети, к сожалению. Что для Израиля, для там... Такого вообще в принципе не бывает. Ну расскажи про эти мутации, а почему они происходят, и что с ними делать-то теперь? Это скажут опять, что опять не вакцина-то от них действует или нет? Действует, вакцина действует. Чуть-чуть меньше процент эффективности, но действует. В данной ситуации, да, надо вакцинироваться, нужно соблюдать, как вы пропагандируете, это ограничение, подходить серьезно, но я думаю, что основная масса нужно нацелить страну на нормальную вакцинацию, чтобы этот момент остановить. У нас везде все открыто, но у вас все время не было, у вас не было такого особого карантина. То есть карантин был, а в автобусах все в метро ездили без масок. Это разве карантин? Ну да, у нас все было очень хаотично, и в одном вагоне метро можно было встретить людей, которые соблюдают ограничения, ну, грубо говоря, не дышат в нос другому, да, и вот этих вот носатиков, вот этих дурочек или дураков, которые сидят там, снимают маску, ему жарко, да, но в принципе же носить маски ничего не будет, как бы, ну ничего не будет вообще. То есть если уж у вас пока не дошли до нас вакцины, давайте хоть маски поносим хотя бы пару месяцев в общественных местах, не будем в лицо друг другу дышать хотя бы. Да? Да, и рассказы о вреде масок это рассказы, не имеющие за собой никакого научного обоснования. Допустим, я же прямая работа анестезиологии и реанимации, занимаюсь дыхательными, там, ИВЛ и так далее. То есть, когда люди рассказывают про то, что накопление СО2 или нехватка кислорода, гипоксия, это не так. Не существует там гипоксии. Это надо в пакет на голову надеть, чтобы была гипоксия. Плюс существуют разные варианты. Есть дыхательный ацидоз, дыхательный алкалоз, есть метаболический ацидоз, метаболический алкалоз. Я говорю сейчас иностранные слова для того, чтобы люди понимали. То, что они говорят там гипоксия или накопление СО2, они даже не понимают, что они говорят. Это настолько объемная тема, где есть бикарбонат и так далее, депот, респираторий драйв. Этого всего нет. Если человек то же самое вдруг накапливает СО2, он начинает чуть-чуть чаще дышать. Это обычная компенсаторная функция человека. И за счет чего маски помогают? За счет изменения физики выдыхаемого воздуха. Поэтому никаких проблем там нет. То, что замеряют, вот здесь ставят под маску СО2 капнограф. Тот капнограф, то, что ставят на всех видео, это не капнограф, а какой-то лохотрон, извините. Потому что капнограф у меня в операционной, я измеряю там 33, там, это называется tidal CO2. Не, ну надо такой препарат ставить, лохометр. Вот это полезный был бы препарат. Непонятно, правда, что измерять. Но я, если честно, я рассорился с несколькими знакомыми, особенно с непубличными еще, как бы это личное дело, но я рассорился с публичными людьми, которые выходили в эфир в YouTube и такие, знаешь, маска — это ограничение свободы, ограничение в транспорте — ограничение свободы, там, я где хочу, так и хожу, где хочу, там и сижу. Я считаю, вот если публичные люди к такому призывают, то ну, это соучастники убийства просто, да, мирных граждан. Ну сам ты, ну не хочешь ты болеть, ну болей, да, но зачем призывать других людей к этому, я не знаю. Причем есть же элементарная осторожность, ну просто не дышите друг другу в рот, просто, ну отойдите на 1,5 метра, ну потерпите немного, ну неужели так сложно, неужели это лучше, чем гроб забирать? Ну вообще. Абсолютно верно. Плюс я еще скажу такую вещь.
Все люди ограничения свобод хотят применять только к себе. А за счет чего? Допустим, они же не хотят, чтобы я, когда он попал ко мне на операцию, снял маску, больной каскад ему или не больной. Точно. Или вакцинироваться. Я говорю, ну давайте сейчас придет хирург, например, больной СПИДом и гепатитом, а заодно, возможно, с туберкулезом, придет, без перчаток начнет вас оперировать и без маски. Но это другое. А почему это другое? Он подвергает жизни опасности вашу. Почему вы считаете, что вам это вы можете подвергать других опасности, а он нет? Почему? Почему мне, как врачу, надо вакцинироваться, чтобы вас не заразить от гепатита, а вот вам не нужно? Потому что это ограничение ваших свобод. Ну так у меня тоже тогда ограничение свобод. В ношении маски в операционной. Я же ношу не чтобы заразить, не заразиться самому, чтобы вас не заразить. Дай бог чем-то. Почему это? Вот это называется двойные стандарты. Ну смотри, и еще у нас 5 минут остается, даже меньше, наверное, две. Вот очень много сейчас появилось витаминов в киевских аптеках, реально самых разных, от очень дорогих до недорогих и так далее. Есть ли какие-то твои рекомендации, действительно ли они профилактируют или снижают тяжесть заболеваний, и каким витаминам стоит отдавать предпочтение, если уж их употреблять? Смотрите, и вообще витамины не обязательно покупать дорогие. Витамины, кстати, мне кажется, дешевые, которые произведены в Украине, лучше будут, чем привезенные откуда-то с Айхерба, непонятно, кто их вам прислал. Поэтому витамин С и витамин D есть по некоторым работам, что дает довольно положительные результаты. Опять же, это не панацея, но в небольших дозах, без фанатизма, их стоит принимать. Это, в общем-то, антиоксидантные есть свойства, поэтому без фанатизма, но принимать стоит. И не надо покупать самые дорогие, там, как я ему сказал, там, Гайперп или Солгар. Я думаю, что украинские производители, и я их видел, обычные масляные витамины и обычные дрожжи имеют хороший результат. Но вообще украинские препараты нормальные? Да, нормальные есть, которые производят. Я был у вас на производствах, на фармакологических. Абсолютно нормальные препараты производят. Не надо стесняться и бояться так же, как индийских. Ну, вообще, про Индию это, конечно, очень смешно. Вот это же, все же эти критики, особенно фейсбучные, ну, зайди ты в Google, забей «Индия, фармакология». И ты понимаешь, что это фармакологическая сверхдержава мира просто. Это реально сверхдержава, да. Там космос. Я когда общался, говорю, ребят, ну в Украине нет ни одного производства, даже как украинскому любому производству, как от Земли пешком до Марса, до Серум-институт бежать. Да. Простите, конечно. Нет, ну а что тут такого? Что, все, надо называть вещи своими именами. И спасибо Борису Брилю, как и спасибо Джо Байдену за то, что называет вещи своими именами. Вот. И польза есть и медицинская, и моральная от этого. Правда, она всегда лечит. Она точно никогда не вредит. Потому что самый слабый человек – это человек, введенный в заблуждение. Кем бы то ни было. Аферистами или политиками, там, кем угодно. Поэтому смотрите канал АТР. Помогайте нашему каналу материально, помогайте донатами через Patreon, репосте и так далее, и так далее. Я благодарю Бориса Бриля, просто нашего в каком-то смысле виртуального ангела-хранителя, вот, за то, что принял участие в нашей программе. И благодарю вас за то, что вы смотрите. До завтра.
Бу Украиналы Владислав Есипенко яқыланғаны вақыт шығарылған видео. Оны ФСБ хадимлері Алушта Сакина Елизавета Павленко ile işgal etilген Қырымда tuttu. Яқаланмадан бір күн evvel, o мартның 9-ында Ахмеджете Тарашевченканан доған күніне бағышланған тедбірлерде iştirak etken еді. Есипенканы яқалап белі olмаған тарafқа алып кеттілер. Тек мартның 12-сінде Есипенканы Ахмеджеттің işgalчілер mahkemesi 2 айға hapsке алғаны белі oldu. Украина ватандашына жасуслықта ве силя сақламасында қабатлайлар. Санкедерсін Украина истихбараты үшін малюмат топла екен. Украина телекөслік қызметінде қайдеткенлеріне көре Есипенканы яқалап ФСБ Қырым işгалінің йыллығына да бір темаша азырлады. Інформація ФСБ Російської Федерації щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої Автономної Республіки Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого Російською Федерацією неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики. Владислав Есипенко Крым Реалии или Чалушхан журналист-фрилансер. Бу Есипенко яқаланмасының esas себебі ола біледей Азатлық радиосының Авропа бөлігі юлбашысы Джейми Флай. У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрилансера Української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг воз'єднатися із сім'єю. Ақ құрчылайжылар Русия Есипенканы азат етмесіні талап еттілер. Халқара тешкілатлары ве демократик девлетлерінің үкіметлері тежавузжыға басқын арттырмаға чағырды. Ақ құрчылайжылар өз бейінатында тұтылғанға низбетен әм физик, әмде рухи жеттен басқа япылғаны қайдетелер. Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо політично мотивоване затримання Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Криму у зв'язку з його громадянською позицією та вимагаємо від влади Російської Федерації негайно звільнити Владислава Єсипенка та всіх політичних в'язнів, які утримуються в місцях несвободи на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або Російської Федерації. Припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією та висловлення своїх поглядів. Негайно припинити використання кримінального законодавства Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. ФСБ басқасы алтында Владислав Есипенко екі адвокат ярдымындан вазгечті. Баштауынан Умар арқадашы Мелик Курбединов или аңлашма имзалаған еді, сон Алексей Ладин или. Считаю, что сотрудники СИЗО совершили должностное преступление. Они вообще не имели права каким-то образом вмешиваться в адвокатскую деятельность, брать какие-то процессуальные документы по уголовному делу. Я уверен, что на него оказывается психологическое, возможно, и физическое давление для того, чтобы выбить нужные показания. Насколько мне известно, до этого примерно такая же история была и в отношении моего коллеги Эмиля Курбетдинова. Қырым прокуратурасы қанунсыз тұтылып бойынша жинайдава башлатты. Қабатлы инсанлар 5 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Махкемеден евел тақиқатына Қырымның милли полициясы кечірежек. Ишгалжілер Қырым татарларға қаршы геноцид япқаныны дүния білмелі. Бельчикада яшаған онларжы Қырым татары Брюксельдеке Русия елшілігі өгінді наразылық акциясыны кечірді. Фааллер Қырым татар байрақлары ве язывлы шиярларнен келіп, Қырым татарларға қаршы өткерілген репрессияларны тоқтатмаға талап еттілер. Акция тешкілячыларындан бірі Риза Асанов қайдеткеніне көре, бұл акциянен еріл матбуат вастыларының диққатына Қырымда япылған ақсызлыққа чекіп олдылар. Мы здесь по четвергам чебуреки не жарим и гузель Крым не поем. Мы лучше это время уделим каким-нибудь другим вещам, типа акции протеста, типа поговорить с депутатами или с руководителями тех или иных городов о том, что реально происходит в Крыму, о том, что Россия не друг и даже им не друг, о том, что сейчас идет полномасштабный геноцид крымских татар в Крыму.
Mahkeme oturuşuna Kennedy başka kunge kaldırdılar. Генический район mahkemesinde avantaj еді. Яқарлық ноқтасы блок етілмесінде қабатланған Дилевер Ягияев весе Тумер Абдултаировның давасы бақылмасы девам етмек керек еді. Ләкин mahkeme бүгінгі топлашуда тек дава материалларынан таныш олманев бетіні белгілеп olды. Зарар көргені кібі танылған яқарлық ноқтасының темсілжесі қабатланған Қырым татарлар тахменен 31 bin гривна зарар ödemesini талап етті. Қабатлайжы тарафы шаатларыны топлашуға желп етмегені үшін mahkemені майысының 21-не кечірділер. Нетижеде топлашуда шаатларыны сұрғыдан кечірмелелер. Адвокат Марлен Жербинов қайда еткеніне көре дава башлатылғаны вақыт бір чоқ хаталар япылған, ама mahkemeci бұңа құлақ асмады дей. Ті порушення при відкритті матеріалів досудового розслідування, які були допущені стороною обвинувачення, також судом не були прийняті до уваги. На жаль, тому суд все ж таки вирішив прийняти ті докази, які будуть надані обвинуваченням, і досліджувати їх. Однак ми здаватися не збираємось. На кожен доказ у нас є свій аргумент, свій контрдоказ, тому будемо сподіватися, що суд все ж таки почує сторону захисту і прийме законне обґрунтоване рішення щодо обвинувачених. Мабуслерге қол тұтмақ үшін онлар же Қырым татарлары милли байрақларнен топлашты. Ама карантинден себеп mahkeme салонына тек дава иштиракчыларына кечірділер. Кечкен сене марттың 5-інде Генический районның сакинлері аскер жемаат бірлешмесінің азалары Новоалексеевка жеварында ерлешкен авантаж еді яқарлық ноқтасыны блок етіп, оның мудирі Надежда Скринецкая афу сұрамасыны істеділер. Бұндан әвелео яқарлық ноқтасында чалышқан Қырым татар хадимлерін іштен бошатып, іштемай ағылар шымды Қырым татарларына Өзбекистанға сүргін етілжек Сталин йоқ деп язықсынғанны язған. Наразылық қостергенлер миллетлер ара кергінлігіне кетірген язылар япқан мудир іштен бошатылмасына талап етті. Наразылық кечірілген ерге полис хадимлері келіп, Қырым татар фааллеріне низбетін протокол тұзды. Енді екі кішіні яқарлық ноқтасының фаалиетіне кедер еткенінде қабатлап, 6 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Надежда Скринецкая язған сөзлер бойынша іч бір тақиқат ішлері кечірілмей. Русияның зырхлы тигр арабасы қаршы елға чықып енгіл арабаны езіп микроавтобусны басты. Қаза Ялта қияр елында олды. Бүдік Ялта жеварында Русия арбе арабаларының колоннасы қаршы елға чықып полиция незаретінде Део Матис іле чатышты. Арабанын оғы бұтынлей езілген. Оз елінен кеткен Газель арабасы да зарар көрді. Енгіл арабанын айдавжысы ве елжі яраларнен хастаханеге елланылды. Ишгалжілерінің зырхлы техникасы ич те зарар көрмеген. Там, видимо, внутренние органы повреждены. Внутренние повреждены. Құруджилық үшін топрақларына чекіп алмаға істейлер, сатыжыларына есе қуалар. Ахмеджетте Залескай соқағында олған базарына йоқ етмеге істейлер. Ишгалжілер базарда олған құруджилық қанунсыз деп бутиклеріні йықмаға істейлер. Сатыжылар айтқанна көре бергілеріні вақтында тойлейлер ве кереклі весиқалары бар. Бұ ерде чоқ қатлы ев құрылажақ деп тахмин ете сатыжылар. Ама базы инсанлар Путин оларына ешітсе ярдым етежегіне инана. По закону у нас огнетушители. И огнетушители, кондиционеры, у нас маркировка, промаркированные вещи у нас. Мы все делаем по закону, продавцы оформлены, у нас все по закону. И договора мы продлеваем, и медицинские карточки у продавцов есть, у нас все есть. Что, какой самострой, оказывается, столько лет мы работали, и самострой как-то удивительно даже. Я вообще не понимаю, что я буду делать, потому что у меня заработок тут всего, если вычесть все налоги, у меня получается, что я зарабатываю 4000 в месяц всего. Все чего-то добиваются, сказать, Путину будут писать. Один только Путин нас защитит. Кому обращаться? Ялта жеварындаки парковая қасабасы етрафында олған тереклеріні йоқ етелер. Олар есе қарымызы китапқа кірсетілген сөз фыстық ве емек тереклері аққында кете. Белі олғанна көре топрақ қавехане ве шақси ев құрылмасы үшін айырылған. Ләкин сайыпның ады да белі дегел. Владислав Стужук, Заман, АТР. Азақ денізі ялысында Украин мұдафаджысы яраланды. Андай жғалжылер 82 калибрлы майынлар атқан. Бұне берабер танқа қаршы граната атыжы ве құршын атыжы тіртібатлары қоланылған. Яраланған аскерге тибби ярды
позицияларны Минск анлашмалары ясак еткен майын атыжы тіртібатларынан ұжым еткен Украина билері әрбір провокацияға қаршы атеш açқан. Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17 та 18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва.